Итак, всем привет. Меня зовут Маргарита. Я преподаватель учебного центра «Ультра». Наша компания является эксклюзивным представителем пигментов Swiss Color на территории России и Беларуси. И также мы еще представляем такой бренд, как Live Pigments, ну или более известно всем как Aqua. Сегодня у нас колористика новой линейки Swiss Color, которая уже соответствует новым регламентам европейским. Об этом сегодня будем говорить. Вкратце хотелось бы рассказать о компании Swiss Color. То есть это компания, которая уже более 25 лет занимается разработкой и производством пигментов для перманентного макияжа. То есть это не компания, которая производит татуировочные краски, это компания, которая именно производит пигменты для перманентного макияжа, то есть те пигменты, которые предназначены для работы на лице. Наша компания является официальным дистрибьютором с 2014 года. Вообще хотелось бы еще упомянуть о том, что Swiss Color во многом первые в этой индустрии. Что касаемо нововведений, например, в 2012 году это первая компания, которая презентовала пигменты, которые полностью не содержат диоксид титана. И, по-моему, это единственная марка, у которой есть линейка без содержания диоксида титана. И вот сейчас многие, наверное, уже слышали, что в Европе поменялся регламент, что касаемо производства тату-красок и производства пигментов для перманентного макияжа. Запрещены многие компоненты, запрещены многие колоранты. И компания Swiss Color оказалась практически единственной компанией, которая готова к этим нововведениям. Полностью поменяли оборудование, полностью поменяли сырье для производства пигментов. И на разработке, конечно, уходит много времени, то есть, как правило, это несколько лет. Поэтому сейчас, вот, как обычно, Swiss Color впереди планеты всей, скажем так. Хотим представить вам несколько уже заживших работ на новых пигментах. Это вот работа нашей Яны, пигмент из новой линейки Dusty Rose. Здесь свежая работа и зажившие губки. И также у девочки бровки. Здесь вот только что сделанная свежая работа 204-м пигментом Hazel Brown, тоже в нашем центре сделанная. Еще одна тоже красивая очень девушка. Свежие губки и зажившие. И также полный образ вы тоже можете видеть. На данной работе использовались Soft Coral и Poppy Red. Это микс примерно 1 к 1. Также хочу вам сказать, что звук может идти с небольшой задержкой, поэтому если слайды будут идти чуть раньше, я постараюсь как-то говорить, чтобы синхронно это было. На все ваши вопросы я отвечу в конце вебинара. Вы пишите их в ходе вебинара, я потом посмотрю, чтобы не отвлекаться. На часть из них, может быть, я отвечу уже в ходе вебинара. Еще одна работа, это у нас тоже зажившие пигменты для губ. Здесь цвет у нас Soft Coral, полный образ, свежая работа и перед коррекцией фотография. Итак, я рада вам сегодня презентовать новую линейку пигментов. Это первая линейка, которая соответствует полностью новым регламентам Евросоюза. Соответствует всем требованиям нового регламента. Итак, начнем немного с визуальных отличий линейки. То есть первое, самые такие первые, которые мы можем увидеть отличия, это в упаковке. Немного изменилась упаковка, то есть теперь будет тюбик не 12 мл, а 10 мл. Каждый пигмент идет в индивидуальной коробочке. Срок годности у них тоже поменялся, то есть теперь не 12 месяцев, а 6 месяцев. Это связано с тем, что запретили изопропиловый спирт, еще часть компонентов, и, соответственно, консерванты теперь используют другие, и срок годности уменьшился. То есть после вскрытия флакона он годен в течение 6 месяцев. Вы можете увидеть сзади бутылька, баночку с открытой крышечкой, и написано 6М. Это значит, что в течение 6 месяцев годен. Итак, общая вот такая вот палитра пигментов. Появились отдельно базовые оттенки, о них сейчас расскажу. Новая палитра бровных пигментов, губных, айлайнер, пигменты для трихопигментации и для ореолы. Итак, первая из новинок. Появились базовые пигменты. Это белый, желтый, оранжевый, красный и dark magenta, темно-пурпурный такой цвет. То есть эти пигменты, я бы сказала, что они не обязательны к покупке.
они вам просто позволяют, ну, как бы расширить вашу палитру, создавать какие-то индивидуальные уникальные миксы. Сразу забегая вперед, скажу, что если вы любите холодные тона, такие как вот были наши предыдущие цвета, всем полюбившиеся Москва, Париж и так далее, то вам пригодятся, в принципе, Dark Magenta и вам пригодится белый однозначно. Следующий слайд. Здесь небольшое есть описание с презентацией, как бы с переведенной, да, на русский язык. Что касаемо цветов, я уже сказала по поводу белого и по поводу мадженты. Оранжевый мы можем использовать как корректор, например, на холодных губах, да, либо в миксе, если нам нужно придать теплоты оттенку. Из всех этих цветов самостоятельно вы можете использовать только красный цвет. Все остальные идут только как добавки для миксов. Итак, начнем с бровной линейки. Сегодня писали многие то, что интересны бровные пигменты наши, не менее чем губные. Основная линейка цветов. Сейчас приведу какие-то примеры. Мы сделали растирки и как бы сфотографировали их для того, чтобы показать максимальную реалистичность цвета, потому что когда это какие-то как бы буклеты, да, или когда это полиграфия, то цвет немного искажает. Конечно, здесь не стопроцентное попадание на этом слайде, но тем не менее какое-то общее, хотя бы, чтобы у вас было представление о цветах, вы можете для себя как заскриншотить. И также, естественно, растирки мы в нашем телеграм-канале и по запросу можем отправить файлом. Просто вот то, что мы делали в растирках. Итак, пигменты, хотелось бы сказать немного о текстуре пигментов. Они стали более жидкие, для тех, кто предпочитает работать более жидкими пигментами, и более вязкие, я бы сказала. То есть все-таки они отличаются по характеристикам, и даже запах такой появился у них. Я бы сказала, что у предыдущих пигментов, ну, они не пахли. То есть здесь уже у них есть такой некий запах и совершенно другая текстура. Но как бы я довольна, тестим, тоже работаем, пока не столько работ, конечно, сделали еще на них, но я довольна результатами. Итак, давайте сейчас пройдемся по общим каким-то характеристикам по химическому составу. То есть новые пигменты, они не содержат тяжелые металлы, они не содержат оксид железа, это полностью органика. Они не содержат тартразин, это желтый пищевой краситель, он считается небезопасным, поэтому в Swiss Color его не используется. Не содержатся азопигменты, ну и так далее, вот из списка. И не содержатся, как я уже говорила, некоторые консерванты. Далее, если кому-то важно, вы можете тоже сейчас заскриншотить, что содержится в новых пигментах. Да, это вода, это пропиленгликоль и так далее. И мы с вами поговорим немного о химическом составе, для того, чтобы вы понимали, в чем разница между нашей органикой и между гибридной органикой, либо тату-миксами, то есть привычными для многих, ставшими в последнее время. Итак, одно из важных как бы свойств пигментов – это дисперсность. То есть все мы знаем, что пигменты состоят из сухого вещества и из жидкой составляющей. Вот как раз-таки сухое вещество, оно имеет определенный помол, то есть размер частиц. Здесь вот на примере Zurine Coffee приведено. Дело в том, что тату-краска, она вся имеет крупный помол достаточно. Это сделано для того, чтобы пигмент не выходил из кожи, для того, чтобы он имплантировался и надолго оставался, навсегда, я бы сказала. Перманентные пигменты, они все достаточно мелко помолоты. Это сделано, опять же, для того, чтобы пигмент, наоборот, выходил из кожи самостоятельно. И вот в связи с этой особенностью перманентные пигменты имплантируются более сложно, скажем так, в кожу, нежели тату-краски или тату-миксы. Но зато они выходят, и мы можем видеть вот эти вуальные прокрасы. То есть нет никаких пикселей после заживления, в принципе, и в работе их нет как таковых. И вот такие вот бархатные прозрачные бровки, бархатные губы и так далее. Органика, неорганика. Давайте тоже вкратце поговорим, что это такое. Итак, неорганика. Это оксиды железа в первую очередь. В сухом виде неорганика выглядит вот как сухое вещество, вот так. То есть это приглушенные оттенки, такие достаточно сочных ярких тонов при помощи неорганики сложно добиться.
поэтому априори они у нас будут вот такие приглушенные оттенки, если мы говорим о неорганике. Органика, в свою очередь, выглядит вот так. То есть органика это сочные, яркие оттенки, такие достаточно, некоторые даже кислотные, я бы сказала, цвета, но зато при помощи органики мы можем получить какие-то чистые тона, какие-то такие сочные, яркие достаточно оттенки, повторюсь. А, Но если мы вспомним из вас колористику базовую, то мы понимаем, да, что чем ярче оттенок, тем меньше он содержит в себе примесей другого цвета, то есть тем он чище. То есть, соответственно, яркие оттенки, яркие тона, они не содержат у нас примеси серого цвета, либо примеси белого цвета. Соответственно, чем ярче цвет, тем, по идее, он более прозрачный. Вот это нужно запомнить. И Swiss Color то же самое. То есть, чем ярче оттенок губных, например, пигментах, тем он будет более прозрачным. Потому что если, например, мы возьмем красный из тату краски, да, и красный из перманентных пигментов, да, из Swiss, то по заживлению и в работе мы увидим совершенно разный результат. Сейчас расскажу, с чем это связано. Итак, органика за счет того, что она такая сочная, яркая, но достаточно при этом прозрачная, ее, как правило, принято уплотнять. И вот как раз-таки в этом колоссальная разница. Чаще всего органику уплотняют диоксидом титана, например, тату-краски. Что такое диоксид титана? То есть диоксид титана – это белый порошок, который широко используется в качестве отбеливающего агента, и мы знаем его по примеру солнцезащитных кремов. Это хороший ультрафиолетовый фильтр. То есть вот этот как раз-таки белый компонент, он и придает пигменту плотность, он придает хорошую кроющую способность, он позволяет получать нюдовые оттенки, то есть мы никогда не получим розовый без диоксида титана, приглушенно розовый, да, и мы не сможем перекрыть какие-то работы, если мы, например, работаем с губами, гранулы фурдайза, какие-то рубцы, какая-то неравномерная пигментация, может быть, остатки предыдущего татуажа. То есть закрыть вот эти все моменты нам, в частности, вот помогает диоксид титана. Какие минусы у диоксида титана? При всем его количестве плюсов, минусы – это то, что этот компонент не выводится из кожи. Соответственно, органика, она нестабильна, то есть она выгорает достаточно быстро. Диоксид титана остается в коже навсегда. Он лазером не удаляется и крайне-крайне тяжело удаляется ремуверами. И вот как раз-таки диоксид титана нам и дает вот эти вот пластилиновые губы, скажем так, вот эти вот мрачные брови. Поэтому компания Swiss Color постаралась по максимуму избавиться от этого компонента, и благодаря вот совершенным новым технологиям мы можем получать пигменты, которые не содержат этот компонент. Но в губных пигментах, в некоторых оттенках, естественно, он есть, бровных нет совершенно. И уже давно в компании Swiss Color в бровных пигментах нет абсолютно диоксида титана. Но что касаемо этого компонента, то есть в Swiss Color он идет фармацевтической очистки. То есть если мы вернемся к слайду про помол, про дисперсность пигментов, то есть понимаете, он будет очень мелкого помола и он будет фармочистки. То есть это не технический какой-то примесь, да, то есть этот компонент, в принципе, будет выводиться из кожи. Но опять же, смотря сколько вы внесете. То есть я когда работаю, я всегда понимаю, что если я работаю каким-то нюдовым цветом, я стараюсь много его не вносить, для того, чтобы не перенасытить кожу, зная такую особенность, что все-таки, какой бы хороший он ни был, можно внести так, да, что до конца не выведется, скажем так. Итак, вернемся к органике. В общем, так как я уже сказала, органика очень ярко ее уплотняет, вот все остальные пигменты, как правило, которые мы подразумеваем, когда мы говорим слово органика, то чаще всего мы подразумеваем именно гибридную органику, то есть как бы тату-краски. Вот татуировочное сырье производится по принципу уплотнения диоксидом титана, а в Swiss Color диоксида титана нет. То есть в тех цветах, в которых он есть, он просто добавлен. То есть на этапе производства здесь существенная разница. Я надеюсь, с этим понятно. Итак, теперь приступим к нашим палитрам. Я уже немного показала вам палитру бровных пигментов. Мы подготовили для вас некоторые рекомендации для работы. Но опять же, понимайте, что все цвета диоксид титана
будут, ну, не будут содержать. Соответственно, они не такие плотные, как, возможно, многие из вас привыкли, если вы работали марками, ну, там, Permablend, например, да, вот такими вот. Пигменты эти ложатся достаточно прозрачно, то есть они, как и любые, в принципе, другие перманентные пигменты, выглядят как легкая тень, как вуаль, то есть никакого эффекта вот этих серых мрачных бровей не будет. Итак, такая вот небольшая подборка по пигментам для бровей. Я вам советую сделать скриншот, потому что много было запросов по бровным пигментам, чтобы мы рассказали. И вот мы подготовили кое-что. Итак, несколько оттенков. Делайте, пожалуйста, скриншот. Здесь, в принципе, описание достаточно подробно на русском языке. И вот такие вот у нас будут рекомендации. Итак, мы подобрали несколько типажей внешности и вот постарались сделать растирки. Да, у нас есть в растирках пигменты базовые, те, которые есть, и миксы уже, которые мы сами составили. Это тоже, если нужно, мы вам все предоставим. Итак, вот в данном случае вот такой оттенок я бы рекомендовала, Honey Brown и Какао Brown. Всегда миксы, когда мы делаем, мы смотрим индивидуально под каждый типаж, где-то 3 к 1, где-то 1 к 1 и так далее. То есть смотрим от исходника, от исходного цвета кожи, да, общего колорита. Просто делайте скриншоты, и все, вам будет такое, как напоминание небольшое. Далее, вот на такой типаж девочки тоже подобный типаж, холодный достаточно, и мы тоже здесь предлагаем подобный микс Какао Браун и Honey Brown. Итак, следующий типаж, вот такой, Honey Brown и Dark Brown, 201 и 205. Тоже растирку мы делали на бумаге, и здесь вот ее просто сделали фотографию. Следующий типаж, вот такая теплая девушка. Мы вот такой вот цвет подобрали ей. Следующий типаж. Тоже сделайте скриншоты, памятки какие-то себе записывайте. Ebony Brown, Шоколад Браун. И вот тоже вот такая темная девушка, темненькая достаточно. Ну, вот из того, что у нас было в растирках, мы вот подобрали вот такой ей микс, но опять же нужно смотреть при работе. Может быть чуть-чуть темнее, может быть наоборот рассветлить. Это еще зависит от техники имплантирования, как вы работаете. Может быть вы работаете совсем легко и воздушно, кто-то работает более плотно. Но я всегда делаю плотность прокраса, исходя из типажа клиента. То есть кому-то поплотнее, кому-то совсем воздушно. Единственное, что я всегда прошу, что если вы, например, делаете такие трендовые широкие брови, не делайте, пожалуйста, их слишком темными. Потому что, ну, чем шире брови, тем, по идее, они должны быть воздушнее. Давайте еще такой вам покажу слайд небольшой. Ориентиры при подборе пигментов, при подборе цвета. Пигментов для губ, скажем так, общие рекомендации по подбору цвета пигмента для губ. Цвет пигментов для губ подбирается в тон или на несколько тонов ярче природного цвета губ, то есть в зависимости от желаемого результата. На губы с холодным подтоном не рекомендуется использовать холодные оттенки. Обязательно учитывать общий колорит внешности и пожелания клиента. И оттенок должен быть не слишком ярким и соответствовать актуальным тенденциям. Далее, ориентиры подбора пигмента для губ. Сразу скажу, что мы не готовили каких-то отдельных картинок, потому что с бровями, в принципе, более-менее можно подобрать определенный тон бровей под типаж внешности. Губы, здесь больше факторов, и разные могут быть пожелания. Кто-то хочет нюд, кто-то хочет совсем яркие оттенки, у кого-то исходник позволяет сделать то есть один какой-то эффект, у кого-то другой эффект. Я вот такие составила как список ориентиров при подборе пигментов именно для губ. Итак, очень важен исходный цвет губ. То есть мы должны понимать, что на светлых губах все оттенки будут выглядеть ярче и холоднее. То есть если губы прямо бледные, такие вот белесые, и какой бы мы цвет ни взяли, он будет выглядеть розовее и будет выглядеть ярче. И, например, на ярких губах мы используем всегда оттенки на 1-2 тона насыщеннее исходного цвета. Что это означает? Если к нам приходит девушка, и мы видим, что у нее свой цвет губ достаточно яркий, достаточно сочный, то мы светлее их делать не сможем.
То есть мы должны сработать либо в тон губ, это означает подобрать цвет, исходя из своего тона губ. Дальше будут у нас там примеры с губами. Вот. Ну и, как правило, либо на один-два тона насыщеннее, потому что бывают настолько яркие губы, что на несколько тонов насыщеннее мы уже не можем подобрать. Но нужно понимать, да, что чем ярче цвет, тем он более прозрачный. Соответственно, мы должны понимать, где нам нужно уплотнить немного самостоятельно цвет, что для этого нужно сделать. Для этого нужно добавить либо какой-то базовый оттенок, нюдовый, тот, который будет содержать диоксид титана в своем составе, либо добавить просто белый. Здесь уже кто как привык. Далее, то есть исходный цвет губ. Это первый наш ориентир при подборе пигмента для губ. Тон и плотность кожи. Опять же, есть или нет филлер, насколько плотная кожа, был ли когда-то перманентный макияж, возможно, было уже когда-то удаление ремувером или лазером. Тоже бывает, что ткань меняет свою текстуру немного. Смотрим еще на соотношение тона губ и тона кожи. Нужно сделать так, чтобы не получилось, что губы просто слились с цветом кожи. То есть на это тоже обращаем внимание, потому что бывает достаточно смуглая кожа, но губы, например, более бледные. Или наоборот, губы очень яркие, а кожа практически белая. То есть вот этот вот контраст очень важно учитывать. Также, конечно, желаемый результат. Исходим всегда из пожеланий клиента. И общий колорит внешности, я бы поставила на последнее место, скажем так. То есть, в принципе, смотрим, подойдет этот оттенок, либо не подойдет. Может быть, хочет какой-то яркий тон, привыкла к ярким помадам, но мы должны объяснить, что на вот конкретно этих губах, при конкретном типаже внешности, там данный оттенок в коже, пигмент будет смотреться, не так, как бы вам хотелось, и не так, как вы привыкли видеть его в помаде. Вот. Новые пигменты, тоже сразу скажу, они достаточно сочные, поэтому если вы привыкли работать прям помадно, укладывать пигменты, то будьте аккуратнее, особенно на мягких губах, на вот таком вот исходнике, потому что результаты могут быть такие достаточно яркие. Если таких пожеланий не было, могут быть сюрпризы, поэтому укладываем прям лайтово. То есть всегда ориентируйтесь из своих ощущений. Не нужно никогда ориентироваться на то, кто как работает, кто какой машинкой, у кого какие движения. То есть вот подбирайте все-таки под свои движения, старайтесь понять, как лучше укладывать этот пигмент. То есть я всегда советую, начинаем, когда растушевку делать, увидели легкий румянец на губах, все, этого в принципе достаточно. А если вы делаете и сразу видите цвет пигмента так, как он выглядит в миске, то для меня это значит, что вы работаете глубоко. Нужно работать легче. Вот, то есть поэтому не нужно слушать, что пигменты сложно как-то ложатся, что они прям такие совсем заживают очень-очень нежно и прозрачно. Это, конечно, так и есть, но опять же, все зависит от техники. Поэтому осторожно, то есть по ощущениям ориентируйтесь. Итак, здесь вот у нас такой слайд, модные тренды в визаже и в перманентном макияже. В принципе, в последнее время очень актуальны нюдовые макияжи, естественные тона, да, никто не красит супер четкие яркие брови, мало запросов на какие-то графичные губы, например, как подчеркнутые карандашом, как это было раньше. То есть все такое бьюти, достаточно натуральный. То есть вообще перманентный макияж, мне кажется, должен выглядеть. Ты просто вот когда просыпаешься, утром видишь себя в зеркало, у тебя хороший цвет лица, отдохнувший вид, и нет эффекта, что ты забыла умыться, да, и у тебя остался просто декоративный какой-то макияж. Вот. Здесь вот мы подобрали наши работы в перманентном макияже и работы нашей клиентки. Она визажист, вот она предоставила работы, те, которые вот она делала там последние несколько месяцев. То есть вот один вариант и второй вариант. Вот, тоже, как видите, в принципе, перманентный макияж повторяет макияж, который сейчас актуален. Итак, особенности техники имплантирования новых пигментов. Я здесь поставила несколько тезисов, скажем так, да, короткие штрихи, медленные движения и низкий вольтаж. Но опять же, например, я работаю и короткими, и длинными штрихами, но основной прокрас всегда выполняется достаточно плотно, но не помадно. Движения, да, медленные,
И, как правило, работаем на низком вольтаже. Но здесь тоже могу сказать, что все индивидуально, все-таки варьируйте вольтаж под свою руку. То есть, если вы достаточно быстро все равно выполняете движение, то ставьте чуть больше. Если медленно, ну, то, соответственно, низкий вольтаж. Естественно, что это не говорится о том, что, например, там я работаю на четверке, а кто-то делает движение руки быстрее и ставит вольтаж на девятку. Нет, это, например, я работаю на четверке, а кто-то работает на 4,2, а кто-то на 4,5, если касаемо блока Critical. Но как бы больше 4,5, вот что я могу сказать из практики, уже идет сильный отек. То есть больше четверки, 4-4,5 это средний вольтаж, вот, например, на Ксионе или на машинках, те, которые короткоходы, те, которые заводятся вот с четверки, с вольтажа, больше я бы не рекомендовала ставить. И здесь вот у нас работа с одного из последних моих курсов, мы сразу привели микс, который мы использовали, это Dusty Rose и Sweet Plum. Тоже можете сделать скриншот. Такой трендовый цвет, на мой взгляд. Но мы, в принципе, подбирали под тон губ девушки. Стоит филлер, и нужно было придать немного четкости и равномерности прокрасу губ. Итак, давайте уже тогда... Сейчас открою слайд с растирками губных пигментов. Сейчас, секундочку. Так, вот он у нас. Итак, 8 основных оттенков и растирки. Сейчас вам открою. Вот. Это растирки, тоже, которые мы фотографировали. Как я говорила, пигменты более жидкие, они такой достаточно легкой консистенции, они достаточно хорошо имплантируются в кожу, идеально подходят для различных техник. Тоже можете сделать скриншот, ну, либо палитру можете скачать, либо в нашем телеграм-канале, или вышлем файлом. И также еще особенность тоже из новинок, это то, что появился разбавитель пигментов и загуститель пигментов для более густой консистенции, если кто-то привык, наоборот, более густыми работать. Мне, например, я всегда говорю, что без разницы, в принципе, какой консистенции. Если для вас это жидкий пигмент, делайте просто чуть-чуть больше вылет, чтобы он прям вот так вот не выливался из машинки, да, из носика. Если кто-то привык более густыми работать, ну, то же самое, не делайте слишком большой вылет, в принципе, и все будет нормально. Опять же, зависит от того, на какой машинке вы работаете, да. И из вот этих вот, соответственно, пигментов, которые у нас в растирке, мы еще подготовили свои миксы рекомендуемые, и также миксы вот тех оттенков популярных, на которые сейчас есть спрос, но которых уже, к сожалению, нет в производстве и нет, соответственно, в продаже. Это Москва, Париж и так далее. Итак, наши авторские миксы. Что-то где-то будет растирка, где-то не будет. Итак, один из первых миксов Passion Berry и Ruby Red. Такой достаточно розоватый оттенок. Наверное, многие уже видели эту работу. Тоже делайте, в принципе, скриншот. Далее две работы у нас будут Passion Berry и White. Это, соответственно, розовый цвет и белый добавлен. Для чего мы можем добавлять белый? Соответственно, как я уже говорила, либо мы добавляем плотность сами самостоятельно для пигмента, ну и, соответственно, мы добавляем, делаем цвет более розовым, скажем так, не таким насыщенным, более приглушенным. Еще одна работа на этом миксе, ну, к сожалению, не успели обработать, уже так, как есть, но здесь такой цвет, в принципе, достоверно. Тоже Passion Berry White, примерно 1 к 1. Следующий микс это у нас цвет, ну, с отработки курса Swiss Color Lips, Passion Berry Poppy Red. Еще один микс это и работа, это Soft Coral и Passion Berry. Я вам потом дам описание каждого цвета. И ой, прошу прощения, слайд повторился. Passion Berry в чистом виде. Вот здесь обратите внимание, цвет такой достаточно прозрачный, он идет такой теплый розовый цвет, но вот в плотной укладке достаточно ярко получился. Но здесь исходник не бледный, в принципе, поэтому, знаете, как уложите. Может получить, ну, можно добиваться и более сочных результатов, и более нюдовых результатов. То есть все зависит от того, как вы смешаете, от того, как вы уложите пигмент. Ruby Red
в чистом виде. Видите, тоже достаточно яркий цвет. У девочки был запрос на цвет поярче. Соответственно, взяли Ruby Red, и, в принципе, прекрасно все получилось. Далее, я не знаю, запаздывает ли звук. Я вот вижу, мне кажется, что слайды чуть позже появляются. Далее, Dusty Rose. Dusty Rose, знаете, в чистом виде, но этот пигмент, мне он напоминает Lip Nature. То есть очень красивый нюдовый цвет, который хорош в миксах, который хорош как базовый пигмент для замешивания миксов. Но в чистом виде на него нужно поискать исходник. То есть губы достаточно светлые должны быть, и сам типаж, ну такая блондинка, скажем так, вот как наша девочка с презентации. Поэтому не знаю, насколько в чистом виде часто вы будете его использовать. Опять же, если у вас есть клиентская база, да, на такой оттенок, на нюд, и если у вас позволяет исходные губы, скажем так, его использовать, то тогда, наверное, будет востребован. Но так, наверное, это не тот пигмент, который нужно брать для знакомства с маркой. То есть он не такой универсальный, но он хорош как база для миксов. То есть он в любом случае пригодится для замешивания. Далее. Здесь вот такой красивый микс Soft Coral и Sweet Plum. Это уже тоже с курса работа. Обратите внимание, что Soft Coral это такой теплый коралловый оттенок. И вот в миксе со Sweet Plum тоже дал такой трендовый цвет. Рекомендую. Здесь мешали примерно 1 к 1. Но мне кажется, это такие оттенки, которые наиболее сейчас популярны. Далее, следующий слайд. Такой интересный достаточно. Вот здесь как раз-таки делали микс на основе Dusty Rose и Red красного. Ну, это вообще один из любимых моих миксов, когда берется нюдовый цвет и берется красный. Губы получаются такого натурального какого-то оттенка, знаете, как будто как только что поела, да, или вот такие как накусаны немного губы. Здесь посмотрите, очень показательно. У нее свой цвет губ такой достаточно яркий. И мы подбирали, мы не старались сделать ей яркие губы, мы старались подобрать цвет такой, чтобы он смотрелся на ней максимально натурально. Ну, естественно, на фотографии цветопередача немного искажает. Я бы сказала, что они выглядят розовее, вживую они были более такие вот как красноватые слегка. Вот прям цвет один в один, как ее, как темные, такие самые яркие участки ее губ. Вот. И вот тоже такой один из популярных, наверное, будет миксов, я думаю, Dusty Rose и Red. И далее миксы у нас, смотрите, те, которые мы подготовили для вас уже как авторские наши миксы. К сожалению, на них пока нет еще работ, поэтому фотографий нет, но мы сделали растирку такую достаточно реалистичную. И вот цвета, те, которые мы рекомендуем, тоже делайте скриншоты, сверху капельки означают пропорции. То есть, например, 2 капельки Passion Berry, 1 капля White, 1 капля Dark Magenta. Делайте скриншот. Далее. Следующий микс. Капля Dusty Rose, капля White и пол капельки Dark Magenta. Тоже очень красивый цвет, такой нюдовый получается. Мне кажется, тоже будет популярный. Может быть, даже он в чем-то и напоминает немного, может быть, Lip Kiss или вот что-то из этой линейки. Следующий цвет Ruby Red и White. Такой достаточно холодный розовый, 2 к 1. Если кто-то любит вот такие холодные оттенки использовать, то тоже вот эти цвета советую к покупке. Ruby Red, он такой достаточно насыщенный холодный розовый. В чистом виде я уже вам показывала его на губах. Здесь у нас микс Soft Coral 1 капелька, 1 капелька Passion Berry и 2 капли White. То есть такой более плотный цвет. Смотрите, здесь идет белый пигмент, здесь идет Soft Coral, который тоже содержит в себе диоксид титана, то есть достаточно плотный такой цвет. И Passion Berry, который придает такую розовинку. То есть такой, может быть, растирка не настолько информативна, но такой получается коралло-розовый цвет, кораллово-розовый. В принципе, красивый оттенок, нежный достаточно, даже какой-то, может быть, более персиковый такой. Для блондинок будет очень хорошо. Если у вас блондиночек много, то тоже себе возьмите на заметку. Dusty Rose, Ruby Red и Sweet Plum. Тоже, я думаю, будет очень ходовой цвет. Примерно понимаете, что это будет такая, как глубокий насыщенный оттенок.
Следующий оттенок микс Soft Terra. Soft Terra, знаете, такой специфический цвет, он светло-коричневый, в чистом виде. Я думаю, что, ну, например, для России он будет не особо актуален. То есть это больше может быть Израиль, может быть Египет, может быть даже кто-то попробует на негроидной коже им работать, да, если у вас есть такие клиенты. Но зато на нем очень красивые миксы, то есть он такой какой-то песочный, и вот он так красиво приглушает яркие оттенки. В принципе, вот то, что мы смешивали, нам нравится. Видите, вот такой вот микс получается интересный, да, Sweet Plum и Soft Terra. Далее Sweet Plum, Ruby Red и Soft Coral, тоже по капельке. Вроде бы этого микса не было еще. Тоже делайте скриншот. Следующий цвет Passion Berry. Капелька, капелька white и 2 капельки Dusty Rose. Ну, понятно, что 1 к 1, там 1, 1, 2, да, то есть если вы намешиваете, в среднем там на работу уходит где-то 10-12 капель, соответственно, это будет, например, там 4 капли Dusty Rose, 2 капли white и 2 капли Passion Berry. Если вам нужно немного добавить, например, вы уже поработали, пигмент закончился, соответственно, ну, добавляете опять 2 капли Dusty Rose, капли white, каплю Passion Berry. То есть мы тут пытались показать вам пропорции. И вот я тут недавно смешивала такой микс, мне очень понравился. Он, знаете, такой, как персик, ну, тоже какой-то персиково-розовый. Вот Soft Terra и Passion Berry 1 к 3. То есть вот, опять же, Soft Terra, песочный такой коричневый цвет, и он будет еще содержать в себе, опять же, диоксида титана немного. То есть он так красиво приглушает розовый. Если Passion Berry такой достаточно чистый розовый цвет и прозрачный такой, да, на некоторых губах, как мы уже видели, может ярко получаться, то вот в Soft Terra микс красивый получается. Здесь, может быть, тоже не совсем фотография передает, но вот в миске очень красивый оттенок. И еще, знаете, мне хотелось бы вам сказать, что некоторые растирки некоторых оттенков, они, знаете, немного выглядят теплыми, как будто бы кирпичный такой подтон содержит. И многие боятся этими цветами работать. Я вам хочу сказать, что ни в коем случае не бойтесь. Чаще всего вот этот вот теплый подтон, он как раз-таки уходит на нейтрализацию природного холода губ. Часто губки все равно либо розоватые, у кого-то немного синюшные губы, да, там бледные губы, то есть могут быть такие достаточно холодные. Поэтому, ну, не бойтесь, пробуйте оттенки на губах, и вы увидите, что они кирпичными никогда не заживут и никогда не получится у вас. Так, ну и вишенка на торте, соответственно, миксы, которые мы обещали, это Женева, Париж и Москва. Это аналоги цветов. Естественно, что так цвет смешать, как он смешивается на станке, да, на оборудовании, в точности мы не можем. Плюс большая часть компонентов запрещена. Соответственно, вот, ну, мы постарались как бы предоставить вам вот эти вот аналоги цветов. Может быть, тоже на фотографиях это не совсем достоверно, но в работе, как вот вчера сказала одна из моих учениц, это даже лучше, чем Москва. Вот, поэтому тоже делайте обязательно скриншоты. Итак, Женева, вот из тех вариантов, которые мы пытались сделать, наиболее похожим, нам кажется, это Ruby Red, 2 части или 2 капельки White и 1 капля Maroon Red. Про Maroon Red что могу сказать? Ну, это красно-коричневый цвет, он отличается от того марон, который нам привычный, который был розово-коричневый, но для миксов он незаменим. Ну и в чистом виде, я думаю, на запрос на такой он будет красиво смотреться на губах. Я, если честно, пока еще не было такого типажа, чтобы его попробовать. Так, ну, я надеюсь, успели сделать скриншот. Далее миксы для губ Париж. Вот тоже то, что мы пытались сделать. Нам кажется, что максимально похожий цвет. Это капля Dusty Rose, капля Sweet Plum и капля Ruby Red. Вот в растирке максимально похоже на Париж. И я бы даже сказала, что просто Sweet Plum и Ruby Red, если растереть, то есть без белого, тоже достаточно красивый цвет получается. Он более прозрачный. Тоже, в принципе, похож на Париж, в той же тональности. И оттенок Москвы, вчера вот у нас пришла модель, и мне уже удалось его попробовать. Этот микс, это капля Maroon Red, капля White и капля Dark Magenta. Вот буквально вчера выполнили эту работу. Очень похож цвет. Опять же, я не знаю, насколько по фотографии, как вам передает ваш экран,
у всех разные, да, фотографии сделаны на iPhone 13 Pro Max, ну, постарались цветопередачу максимально передать, но цвет такой вот в тональности Валентин, в тональности Москвы, ну, красивый, действительно, вживую смотрелось очень даже красиво, такой, как дорогая помада. Вот, поэтому, если любите холодные тона, как я уже говорила, из базовых оттенков белый вам пригодится Dark Magenta. Сразу скажу по консистенции, вот то, что у меня в работе, белый, он такой жидкий достаточно цвет, прям вот, знаете, какой-то, как будто бы он настолько мелко помолот, вот он как пыль. А маджента у меня, она прям очень густая, она прям колбаской выдавливается, поэтому вот это имейте в виду при смешивании, то есть ее нужно прям вот потрясти и хорошенько-хорошенько размешать, лучше это сделать миксером. Ну вот при помощи вот 3 таких оттенков пока вот то, что нам удалось получить. Дальше, конечно, практики будет больше, и миксы будут разные, и фотографии, ну, я думаю, вы все подписаны на наши аккаунты и на наш телеграм-канал, поэтому будем выкладывать. Но пока радует. Что касаемо новых пигментов, меня пугало, что вдруг они будут все крупнодисперсные, вдруг они будут ложиться все пикселями, потому что я люблю вуальный прокрас и вуальную технику такую достаточно, как губы как шелк, да, и вот меня порадовало, что они достаточно мелкодисперсные. Если сравнивать с предыдущими линейками, ну, наверное, максимально они похожи на ОС, но я бы сказала, что они посочнее. И здесь еще дело в том, что ОС, они как-то более кремовые были, а эти такие более вязкие, то есть они какие-то как более глянцевые даже. И вот когда выдавливаешь, например, вот на растирку, когда делаешь, да, выдавливаем на бумагу капельку, вот она как выдавилась, все, она никуда не растекается, то есть она так и есть. И вот ну, опять же, за счет того, что другие компоненты, вот я думаю, что на растирках цвет будет отличаться совсем чуть-чуть. Вот даже Женеву, то, что мы пытались сделать, Москву, опять же, за счет того, что консистенция немного другая, вот это кремовая. Но на губах, в принципе, при работе особой разницы я не вижу. Не менее достойные цвета, поэтому если для кого-то они супер актуальны, то, пожалуйста, вот мы, как обещали, в принципе, миксы сделали. Ну и так, немного забегая вперед, скажу, что пока по новым требованиям это вот первая линейка, первая продукция, та, которая вышла, и это первая продукция, в принципе, которая вышла в Европе, подготовленная к новому регламенту. Дальше, конечно, будут какие-то эксклюзивные цвета для России, которые мы сами разработаем, то есть так же, как это было раньше. Но пока, соответственно, нужно привыкнуть к новым реалиям. И я думаю, что и эти цвета мы еще в различных миксах распробуем и не раз. Так, с губными пигментами, в принципе, давайте еще раз вернемся к палитре. Вот, у нас есть вот такие миксы. Это миксы, те, которые нам рекомендовал производитель. Но мы их растирали, пробовали. Мы не все цвета оценили, поэтому мы предложили свои варианты. Поэтому вы тоже можете сделать скриншот и, может быть, что-то вам приглянется, будете использовать в работе. В принципе, палитра, растирка с этими миксами у нас тоже есть. Если кому-то нужно, ну, либо в чат поддержки, либо там в телеграм-канал скинем. Далее, вот такие вот еще рекомендуемые по смешиванию бровных. Это тоже рекомендация от производителя. Ну вот их я вам уже, в принципе, сегодня показывала, эти миксы. Какие-то мы, ну, как бы тоже какие-то наши миксы, какие-то нам рекомендовал производитель. И хочется вкратце еще сказать о пигментах для век. В принципе, из пигментов для век остался Jet Black и остался Stardust. То есть они уже вышли чуть раньше, да, вышли, по-моему, в 2020 году Jet Black вышел. Вот, и Stardust, в принципе, тоже. И вот из новых Ultra Black, ну, я могу сказать только, что он более густой. Я по-прежнему работаю Jet Black, очень люблю этот пигмент. Я люблю его как раз-таки, вот он достаточно крупнодисперсный, он подходит для пушистых межресничек. Я не делаю растушевки на век, ну, в стиле Smoky Eyes на веках, да, потому что все знают, что карбоновый черный, он не выводится из кожи, и с глаз это, ну, достаточно проблематично выводить, например, при помощи лазера. Поэтому я не работаю, я делаю межреснички, делаю стрелки и делаю растушевки, ну, какими-то пигментами. Ну, то есть, как правило, я растушевку на веках делаю только аква и теневым пигментом для век.
Вот. Но как черный для межреснички я Jet Black очень люблю. На всех своих курсах я преподаю именно на этом пигменте. Он достаточно жидкий, и уникальность в том, что он капсулированный пигмент, то есть он а, не растекается по сосудам. Но из практики что я могу сказать? Он может попасть в сосуд, если веки очень сосудистые, много мелких сосудов, но он не, как бы не убегает по этим сосудам. То есть можно спокойно взять ватный диск и аккуратненько его обратно продвинуть, скажем так, из сосуда. Ну и плюс вот эта, говорю, дисперсность, которая дает как раз-таки пушистые прокрасы, и заживает он достаточно черным. Я не добавляю никогда в черный цвет никаких корректоров, никогда не смешиваю с оранжевым. Больше всего я им работаю на межресничке. Ну, пожалуй, наверное, на стрелки, если будут приходить, буду работать именно на зоне стрелки, скорее всего, Ultra Black. Вот, он более кремовый, он не так течет. Ну, тут уже тоже кто к чему привык. И пару работ, это стрелки. Одна из работ это сделана совместно с ученицей. Она проходила базу на стрелке, работающий мастер, но стрелки до этого не делала, только межресничку. И, соответственно, вторая работа это моя стрелка. Вот это мой максимум. То, что я могу сделать, это вот такие небольшие аккуратные стрелки с легкой-легкой тенью поверху, такие как карандашные. Я как-то сейчас не люблю глухую стрелку, такую гламурную, но я знаю, что в других странах это актуально. То есть тенденции везде разные, абсолютно, поэтому здесь уже как бы кто как привык, у кого какие запросы на перманентный макияж и на макияж в целом, да, разные. Хочется еще показать вам вот такие зажившие бровки нашей Анжелики. Это уже сделанные брови на новых пигментах. Это 205 Dark Brown. Первая фотография это до коррекции после одной процедуры. И вторая фотография это уже зажившие брови полностью после коррекции. Ну вот им уже несколько месяцев. Мы сейчас их наблюдаем, смотрим. Но пока все красиво, никаких нежелательных оттенков нет. Я, конечно, больше работаю все-таки на акве, на втором нашем бренде, да, на минеральных пигментах. Но Swiss Color, конечно, нисколько не уступает, но это органика. То есть понимаете, да, что говорить о пигментах Swiss Color, что это минералы, что это не органика, но это некорректно. Просто это не татуировочная органика, это чистая органика, назовем ее так. То есть да, те пигменты, которые предназначены для работы на лице. Часто спрашивают, как понять, что в составе, из чего состоят пигменты, как мастеру разобраться, что это не татуировочный микс там, непонятного происхождения, а именно пигмент качественный. На самом деле все просто, вам не обязательно быть таким подкованными в плане химии, вы можете просто запросить сертификат. То есть в сертификате, если пигмент имеет регистрационное удостоверение, будет написано сертификат, двоеточие, пигменты для перманентного макияжа. Все, это вам достаточно. Если в сертификате написано что-то иное, ну, например, косметический пигмент или парфюмерно-косметическая продукция, это говорит о том, что данная продукция не сертифицировалась как пигмент для внесения в кожу. То есть это говорится о том, что она сертифицировалась как для нанесения на поверхность кожи. Вот, поэтому, будьте внимательны и, в принципе, я думаю, вас сложно будет тогда обмануть. Так, 3 часа у нас время. Давайте посмотрю, какие вопросы. Сейчас быстренько прочитаю. Так. Угу. Так, по укладке эти бровные сильно отличаются от предыдущей линейки? Нет, не сильно. Вы знаете, я бы сказала, что от IB они не особо отличаются. От Powder Brows, которая была линейка самой укладки, они отличаются не сильно. Единственное, что Powder Brows как будто бы как более пушистый такой прокрас получается, а здесь прокрас получается как такой теневой, более прозрачный. Но сама техника внесения, в принципе, та же самая. Так, сейчас, секунду. Да, вот девочки написали, что микс отдельно отправим для тех участников после вебинара файлом в группу. Я уже тоже этого проговорила.
Можно ли пестовую первым проходом, затем Dusty Rose? Ну, смотрите, это вообще частый вопрос. Можно ли смешивать с другими пигментами? Я не смешиваю наши пигменты ни с какими другими пигментами, уж тем более с тату-пигментами или с пигментами, которые ну, там, не имеют сертификацию должную. И наверное, много будут спрашивать, можно ли смешивать старые и новые. Послойно, я думаю, работать можно. Я думаю, ничего страшного не будет. Но вы имейте в виду, что это сырье другое все-таки. Я, конечно, скорее всего, смешивать не буду старые и новые, ну, потому что я не вижу в этом смысла. Скоро закончатся уже все старые пигменты, и как бы эти миксы, ну, не знаю, не актуально. Послойно можно уложить, да, что-то взяли нюдовое сверху, там, например, там ту же сангрию прошлись достаточно размашисто, например. Как вариант вы можете попробовать. Ну, конечно, я и запретить вам не могу их смешивать, не знаю, основы разные. Насколько они смешаются, как это будет выходить потом из кожи, ну, этого никто не знает. Ну, то есть сырье и пигменты принципиально новые, поэтому давайте все-таки старые мешать как-то, как мы привыкли между собой, новые, наверное, ну, новые только с новыми. И давайте тогда проговорим. Сейчас еще раз я вернусь к растирке, про ходовые цвета, про те, которые вам ну, необходимо будет купить для работы. Итак, смотрите, сейчас мы тут готовили, слайды немного не по порядку. Сейчас, секундочку, прошу прощения. Где у меня растирка? Вот. Итак, смотрите, вот по рекомендациям. Soft Coral и Dusty Rose. Вот я эти цвета воспринимаю как базовые. Soft Coral красивый такой нежно-коралловый светлый оттенок. Может быть, кто-то есть желающий на такие цвета, там на возрастных, может быть, женщин, но он подойдет, в принципе, но он достаточно нюдовый. То есть вот эти два цвета я советую обязательно брать как базу. Вы их можете использовать и самостоятельно, и на их основе делать другие миксы. То есть это два тона, которые имеют в составе диоксид титана. Dusty Rose более пудровый цвет, более универсальный, Soft Coral более теплый. Как я вам уже показывала, в миксе со Sweet Plum бояться не стоит, то, что он содержит небольшое количество оранжевого. То есть этот оранжевый просто приглушит природный холод губ, и цвет получится более таким глубоким, более чистым. Поэтому рекомендую. Последний курс, который я вела, у меня девчонки сначала не взяли Soft Coral, и буквально мы тут в пятницу вечером заканчивали, и в итоге они в 8 часов все побежали покупать этот цвет, потому что мы сделали там еще пару губ с этим миксом, и они поняли, что он просто необходим. Далее. Passion Berry, теплый розовый цвет, такой достаточно прозрачный. Ну, наверное, это будет самый топовый, самый продаваемый оттенок, он такой наиболее универсальный. Тоже рекомендую, я уже приводила миксы, можете потом свои скриншоты еще раз пролистать, то есть Passion Berry Soft Terra, Passion Berry Dusty Rose, Passion Berry белый. Кстати говоря, вот в работе Passion Berry и 2 капельки белого, ну там плюс-минус, да, в зависимости от исходного цвета губ, вот, тоже очень даже напоминает Женеву. То есть такой нежно-розовый цвет, красивый. Poppy Red, коралловый. То есть его можно использовать как корректор холодных губ, можно использовать в чистом виде, можно использовать в миксе с Dusty Rose, в миксе с Soft Coral, в принципе в миксе с цветом, вот насколько вам позволяет фантазия. Вы можете мешать его, ну, то есть, например, если у вас нет Soft Coral, но у вас есть Poppy Red и у вас есть White, вы можете их смешать, и примерно вы получите Soft Coral. Вы можете смешать Dusty Rose и Poppy Red, и тоже получится такой нежный коралловый оттенок. Sweet Plum, ну, по мне, это аналог сангрии, моей любимой, такой глубокий винный цвет. Очень люблю этот оттенок. Тоже, я думаю, будет продаваемый, популярный. Миксы тоже вам уже показывала, скриншоты, надеюсь, вы сохранили. Может быть, вы в записи еще раз посмотрите наш вебинар. Ruby Red, для тех, кто любит холодные розовые оттенки, пожалуйста, Ruby Red. Но, опять же, вы можете взять Ruby Red, вы можете взять Dark Magenta, то есть что-то одно холодное тогда у вас должно быть. Если хочется выбрать что-то одно, ну, смотрите сами, как бы сами по ситуации, да, потому что Ruby Red вы сможете работать им и самостоятельно, и в миксах, а Magenta это только для миксов. То есть если вам принципиально вот хочется цвет максимально похожий на Москву, ну тогда да, это Magenta. Если вам просто нравятся цвета в подобной тональности, то я думаю, ну, не так критично будет, если вы там каплю Magenta там, поменяете на 2 капли Ruby Red, например. Soft Terra, следующий оттенок, про него я говорила, такой песочный коричневый тон.
Попробую, может быть, в растирке вам показать. Вот так вот он у меня выглядит в растирочке. Вот. Но опять же, для миксов, для каких-то красивых персиковых оттенков, для нюда классно. И классно в миксе с Passion Berry, как я уже вам говорила. Попробуйте, вот просто сами смешайте. Увидите, что в миске, прошу прощения, цвет получается очень красивый. Марон Red более красно-коричневый, чем привычный нам марон, который был розово-коричневый, как я уже говорила. Я тоже пыталась его смешать. Ну, смотрите, вообще, мне кажется, что в марон вот как будто бы была капля желтого. То есть, в принципе, если вы хотите тот цвет повторить, предыдущий, то можно попробовать, например, добавить каплю желтого и, например, 3 капли мадженты. Вот как-то так, в таких пропорциях. То есть, чтобы из марон red, из красно-коричневого такого сделать более розовый коричневый, то это где-то будет марон red, ну, например, там полмиски, да, там, не знаю, 5 капель, 1 капля желтого и, например, 3 капли мадженты. Может быть, если у вас нет мадженты, вы можете добавить, например, 3 капли руби red. Но если оттенок не получится в точности такой, как был, я думаю, что он будет все равно не менее красивый, вот, и не менее актуальный. Поэтому давайте тоже вопросы. Сейчас посмотрю. Так, смотрите, сейчас секундочку. Так. Ой, сколько вопросов. Так, про пестову, да, вот остановились на вопросе про пигменты пестовые. Можно ли первым проходом, затем Dusty Rose? Но смотрите, пигменты пестовые, они будут гораздо более плотнее. То есть это как раз-таки гибридная органика с большим количеством диоксида титана в составе. Поэтому я не знаю, даст ли что-то Dusty Rose сверху. Вы можете взять сверху какой-то более яркий цвет, как вариант. Но Dusty Rose, мне кажется, он просто не перекроет эту плотность. Но, как вариант, я всегда за то, чтобы вы пробовали. Нет каких-то четких правил. Если бы все придерживались правил, не было бы авторских техник, не было бы так популярен, в принципе, перманентный макияж, не было бы таких крутых работ и таких классных оттенков и миксов. Поэтому, ну, не знаю, тут на ваше усмотрение. Я, конечно, мне сложно сказать, потому что я вообще не работаю на этих пигментах, я не работаю гибридной органикой ни на бровях, ни на губах. Я это не поддерживаю, для меня это вообще строгое табу. Я сама прошла сейчас прохожу через лазерное удаление ремувером своих бровей. Вот уже 3 процедуры у меня было, поэтому я такой судьбы никому не желаю и как бы все-таки предпочитаю сертифицированные пигменты. Далее, подскажите, пожалуйста, Sweet Plum похож на Rosewood? Нет, девочки, смотрите, Rosewood, он нюдовый. Sweet Plum, он больше похож на сангрию. Но Rosewood, если смотреть из оттенков, будет более похож на Dusty Rose. Наверное, да, Dusty Rose. Но единственное, что по плотности он будет уступать. То есть если Rosewood это крупнодисперсный достаточно был состав, такой плотный, то Dusty Rose, он наоборот такой более более лайтовый, более такой бархатистый. То есть по плотности они будут немного разные. Так, подождите, сейчас, секунду, много вопросов. Dusty Rose. Так. Пожалуйста, скажите, пожалуйста, аква не уходит в красный? Нет, аква не уходит в красный. Добрый день, подскажите, Маджента. Ну, я думаю, ответила на ваш вопрос, Маджента. Если вы с колористикой пока что на «вы», то эти оттенки, они для вас совершенно не обязательны. Вы можете взять какие-то просто базовые цвета и смешивать их между собой, вот, и руководствуясь теми миксами, которые, например, рекомендуем мы, либо просто работать в чистом виде. Если вы относительно начинающий мастер, больше 2 цветов старайтесь не смешивать. Если вы уже с колористикой на «вы», и вы мастер с большим стажем, то тут для творчества просто нет предела. Различные миксы, пожалуйста, хотите белый добавляйте, хотите желтый, хотите мадженту. То есть уникальность этих пигментов в том, что вы можете для каждого типажа внешности создать абсолютно индивидуальный, уникальный цвет. Мне вот как раз-таки этим и нравится эта марка, потому что я люблю колористику, я работаю всегда достаточно сложно, то есть это миксы из 2-3 цветов, могу использовать как основной цвет, и я могу еще сверху каким-то шлифануть, там более ярким или наоборот более приглушенным, или чуть более теплым, послойно еще сработать, помимо того, что я могу смиксовать. Вот. Это уже зависит от уровня, на котором вы сейчас находитесь.
Так, сейчас секундочку, не успеваю. Губные как укладывать? Ну, как я говорила, достаточно медленно. Главное, чтобы штрихи были расположены близко друг к другу. То есть достаточно плотно. Вот смотрите, если у нас там есть, например, участок кожи там шириной в сантиметр, если мы на него уложим 50 штрихов, представьте, какой будет прокрас. И если мы на него уложим 10 штрихов, представьте, какой будет прокрас. Главное отличие то, что пигментами этими не нужно работать размашисто, как тату-миксами. То есть все-таки более, ну, более плотно, скажем так. Но я работаю и такими штрихами, это зависит от прохода. То есть первый проход, основной прокрас, всегда я делаю короткими штрихами. Дальше я уже смотрю по ситуации. Но это уже больше относится к технике внесения. Далее. Ой, сейчас, секундочку. После лазера через какой цвет уходят бровные? Свежая органика, вы знаете, я думаю, что будет уходить через теплый, если это свежие брови, вот только что сделанные. Через 18 месяцев, в принципе, все теплые, ну, будут выходить. Но дело в том, что Swiss Color пигменты даже через 3 года они выглядят вот действительно легкой тенью. Это не та дымка, про которую нам рассказывают ну, другие бренды, скажем так. То есть никакой плотности нет за счет того, что нет диоксида титана. Вы должны понимать, в бровных пигментах, чем более темный цвет, тем больше там будет черного. Тем более вероятность, что останется, ну, что останется какой-то холодный остаток. То есть это нужно понимать, да, при работе с органикой. Но я думаю, что там не нужно будет в принципе удаления. То есть такие цвета достаточно, ну, очень прозрачны. То, что вот я видела спустя там 3 года, спустя год, это просто рефреш, удаления не нужно. Ой, сейчас подождите секунду, столько вопросов, прям не успеваю. Так, какой... Ой, сейчас, секунду. Так, как разбавлять белый пигмент для перекрытия темных пятен в камуфляже? Как, например, темных кругов под глазами, какая пропорция? Спасибо. Белый цвет, ну, как я уже говорила, он очень жидкий, разбавлять его точно не нужно. Я не работаю камуфляжем, я не работаю в технике камуфляжа кругов под глазами. Опять же, повторюсь, потому что диоксид титана, какой бы супер очищенный, супер крутой он не был, он не, в коже может застрять, то есть он может не выйти до конца. Поэтому, в принципе, как бы я не работаю, но если вы хотите, если у вас есть на это запрос, то, я думаю, здесь уже зависит от техники внесения. Разбавлять как таковой, я думаю, что его не нужно. Они и так достаточно жидкие, они действительно отличаются от предыдущих марок. Так, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Какой аналог из новой линейки или микс похожий на French Kiss? Сейчас, секунду. Микс, который похож на French Kiss, это... Если его не было, то запишите это тогда сейчас. 101, то есть белый, 2 капельки. 403 Passion Berry, 1 капелька. И 1 капелька 408 Marron Red. Надеюсь, запомнили. 101 2, 403 1, 408 1. Цвет очень похож на French Kiss. Ой, сейчас, секундочку. Так. Так. После лазера. Можно ли смешивать губные новые со старыми для Swiss и со старыми Swiss для губ? Ну, тоже уже ответила, что вы можете попробовать послойно. Я смешивать не буду, поэтому из опыта ничего вам не могу сказать. Наверное, смысла нет смешивать, смотря сколько у вас еще старых осталось. Так, используете ли вы анестезию на губах? Какую и как влияет на остаток? Ой, подождите, вы пишете вопросы, у меня резко перескакивает вниз страницы. Так, я анестезию практически не использую, но это больше зависит, опять же, от техники, чем от пигментов. Наношу сустаин 1 раз чисто по контуру. Если у кого-то супер чувствительные губы, ну, мезонаб я применяю. В принципе, все, но это крайне редко. То есть в основном укладывается, что не нужна анестезия. И у меня часто на демонстрации приходят мастера, и они удивляются, что они лежат и говорят: все, вы больше ничего не наносили? Я говорю: больше ничего не наносила. Но даже сустаин я наношу, он больше для нас, для того, чтобы проявился контур, и мы четко видели наш эскиз переведенный, но не для клиента. То есть, как правило, если я работаю просто с клиентами, я, например, контур сделала, я его вижу отчетливо, я спрашиваю, говорю: ну, больно, анестезию будем? Он говорит: нет, вообще нормально, терпимо. И я, бывает, вообще без анестезии работаю. Так.
А, Главное, много не наносить цистеина, потому что он выбеливает губы и может привести к спазму сосудов, и губы могут на какое-то время даже такой синий оттенок приобрести. Так, здравствуйте, какими иглами работаете вы? Лично я преимущественно работаю квадрон 30/1 РЛЛТ на этих пигментах. По мне больше получается такой бархатный, шелковый даже, я бы сказала, прокрас. Но ученикам я часто еще советую, бывает Defender советую 35/1 РЛТ и советую Optimu 30/1 РЛТ. Я работаю только длинными заточками и только тридцатками. То есть если квадрон, то это тридцатка. Если Defender, у него длинная заточка чуть больше, чем у квадрона, 8,5 мм, в отличие от 7 у квадрон. Поэтому я беру 35-ку. Они примерно по толщине одинаковые получаются. Бровный свис как выходит из кожи, как я сказала, серым, но это не тот серый. То есть это действительно легкая-легкая тень, абсолютно без капли диоксида титана. Лазер через год даст оранжевый остаток или желтый, или красный. Ну, желтый точно, я думаю, не даст. Желтый это вот как раз-таки гибриды. Оранжевый через год, не знаю, вот не пробовали удалять, если честно, вот те, кто к нам приходит, те, кому делали на Swiss Color, ну это просто рефреш, либо они приходят на губы, например, я смотрю, брови классно выглядят, и мы просто их не делаем, вот, поэтому я не могу вам ничего сказать по поводу удаления. Так, сейчас, секундочку. Так, какой набор? Так, ага. Желтый, красный, как чистая органика, уйдет ли из кожи? Ну, я ответила, в общем, на вопрос по бровям, мне кажется. Какой набор для губ вы посоветуете для новичка в перманентном макияже? Ну, вот из губных вы имеете в виду или из бровных пигментов? Из губных я всегда советую какой-то один нюдовый цвет универсальный, всегда советую какой-то один розовый, один какой-то яркий, например, ну и еще какой-нибудь один, который нравится именно вам. Хорошо, если у вас будет еще коралловый оттенок, если вдруг придут губы такие достаточно холодные, либо это губы с каким-то старым перманентным макияжем, который, возможно, был выполнен при помощи тату-миксов. Мне сложно всегда советовать какие-то самые ходовые, но я думаю, самые ходовые из новых это будет Soft Coral, Dusty Rose, Passion Berry, Ruby Red и Sweet Plum. Ну, вот эти 5 оттенков, 2-3 сложно порекомендовать, потому что больше марка ориентирована на смешивание между собой, скажем так. Вот. Так, секундочку. Далее, какой набор пигментов для новичка? Бровные пигменты тоже, как правило, я советую тоже для новичка где-то 5 цветов. Один темный, один светлый для блондинок, один какой-нибудь теплый оттенок для рыженьких и пару цветов, там один, например, на холодную какую-нибудь там брюнетку или шатенку, и один более, например, какой-нибудь как горький шоколад. То есть вот такие вот цвета. Ну, европейская палитра у Swiss Color, ну, как любые другие европейские пигменты, в принципе, она небольшая, там нет 60 оттенков, скажем так. То есть несколько оттенков, ну, вы можете там взять, например, 4 из них, там шоколад браун, например, достаточно теплый, можете его брать, можете не брать, можете взять просто hazel браун, он будет чуть менее теплый, взять dark браун, взять какао браун. Ну и если вам нужно для затемнения, либо самостоятельно использовать достаточно темный цвет, можно взять Ebony Brown из бровных пигментов. Honey Brown, он вам, ну, если у вас много блондинок, в принципе, подойдет, он больше для смешивания, для придания такой золотистого подтона оттенку. Олив Браун тоже не стоит бояться, то есть вот все такие, как раз таки оливковые тона, которые вам на растирках кажутся зелеными, в коже они выглядят такими красивыми русыми оттенками. Вот, поэтому ну вот три, если посоветовать три, это Hazel Brown, Dark Brown и Cocoa Brown. Вот три цвета, которые для начала вы можете взять при работе со Swiss Color. Еще меня часто спрашивают, добавляю ли я в органику корректоры какие-то оранжевые, боятся работать без корректоров. Но смотрите, это не тату-миксы, поэтому ну, я не добавляю в принципе никогда никакие корректоры. Только если я работаю на перекрытии с зоной, где уже ну, не удаляется старый перманентный макияж. Далее. Ой, сколько вопросов. Сейчас, подождите секундочку. Про бровные вроде бы я ответила.
Так, м, так, про анестезию ответила, про иглы ответила. Какие иглы на губах, ну, все то же самое уже сказала. А, Так, для тех, кто не работал ранее на Свис, как их укладывать по сравнению с обычными гибридами? Тинель, драйв. Ну, смотрите, как я уже сказала, гибриды укладываем очень рассыпчато, достаточно длинными штрихами, то есть там до 1,5 сантиметров. То здесь мы штрих где-то 5 миллиметров и штрих 1 сантиметр. Это вот наиболее часто используемые в работе штрихи. Штрихи плотно друг к другу располагаются, и движение более медленное. То есть здесь наоборот, чем длиннее штрих, тем он медленнее получается. Ну, вот это то, что онлайн я могу вам какие-то рекомендации дать, но если вы учились и вы работали только такими пигментами, ну, я бы, конечно, порекомендовала хотя бы какой-то пройти повышение квалификации или мастер-класс, ну, у нас, может быть, да, или если вы там из другого города, из другой страны, то ну, где-то найти возможность, кто бы вам показал, как правильно работать на перманентных пигментах, потому что ну, любой мастер все равно должен уметь работать разными пигментами. А, так, сейчас, секундочку. Так, был запрос на заживший микс Сиена и Валентин. Розово-коричневый остаток. Я интересовалась, как получить с новыми. Мне дали Марон Ред и Passion Berry, свежая работа. Опять же, зависит от исходника. Сиена и Валентин. Ну да, возможно, Maroon Red и Passion Berry. Нужно смотреть всегда от исходного результата, то есть какого цвета губы сами и какая кожа вокруг. Как навскидку, да, я считаю, что возможно. А, Так, сейчас, секунду, насчет перекрытия. Оранжевый и желтый. Можно ли чистым оранжевым перекрывать синие или серые брови? А, Если перекрытие неудаляемое, то, в принципе, ну, я бы рискнула, наверное. Я стараюсь, конечно, вообще не добавлять оранжевые пигменты в брови. Но, опять же, зависит от ситуации. Желтый, я думаю, можно. Оранжевый, ну, главное, чтобы не плотно. Ну, то есть насколько целесообразно. То есть если там ситуация такая, что это реально удалить, я бы вообще не делала никакие корректоры, принципиально отказала бы в услуге и отправила человека на удаление. Тогда не стоит, потому что мы все равно не знаем, как на лазере себя поведет вот этот бутерброд, который мы сделаем, да, то есть уже старый остаток синих или серых бровей, то есть сверху вот еще новые оранжевые пигменты. Ну, я бы не стала. Лазер, ремувер пускай удаляют, и вот уже когда они приходят и говорят, что все, больше не удаляется, вот тогда мы можем вернуться к этому вопросу. А так все-таки я за удаление. Так, сейчас, секунду, опять съехали вопросы. Так, насчет перекрыть, так. Брови от свис выходят очень хорошо, да, иначе бы мы их не делали. Наша Анжелике, тут Елизавета пишет. А, Подтверждаю, брови космос. Так, свис губные, бровные полностью выходят из кожи, губные полностью выходят из кожи, бровные, я уже говорила, что если прям очень темный цвет и там есть в составе углеродная сажа, то есть вероятность легкого остатка. Но это действительно легкий остаток, это не те остатки, которые мы видим повсеместно на бровях. Вот это просто серый плотняк. Вот просто я считаю, что это вообще какой-то мувитон. Сама от этого избавлялась, слава богу, но у меня были тату брови, это был эксперимент 5 лет назад, и как бы я это делала на своем лице и делала осознанно, скажем так. Далее, больше, конечно, у меня таких экспериментов никакой тату-краски, никаких гибридов, дай бог бы, чтобы эти до конца вывели, и, наверное, с этим закончим. Так, сейчас, секундочку. Так, подробнее про дополнительные цвета белый, мадженту, красный, оранжевый я уже тоже рассказала. Говорю, если вы начинающий мастер, то они не обязательны к приобретению, они просто дают вам, ну, полет фантазии, скажем так. Так, разбавляла вроде 204-м, сверху осел легкий оранж. Почему так? Новый пигмент — это чистая органика. Да, это чистая органика, в принципе, как и предыдущие пигменты. Да, может быть легкое расслоение какое-то, это нормально абсолютно, просто перемешайте в миске и все. Ну, я перемешиваю там либо миксером, либо зубочисткой, либо, если я работаю, я еще носиком иголки немного все время мешаю, потому что они расслаиваются, ну, это же как оседает, это же сухой остаток, это норма.
Так, какая стоимость белого и мадженты? По стоимости это к девочкам, можете на нашем сайте посмотреть. Мне кажется, что они столько же стоят, но я могу ошибаться. Так, какими картриджами укладываете губы? Пучковые, тройка, единица и заточка. Заточка всегда острая, я всегда укладываю единицей. Я пучки иногда даю на базовом обучении, иногда. По мне пучки всегда более плотный прокрас дают, единица более такой, она как-то не дает такого плотника, и текстура губ остается максимально нетронутой, структура самой кожи. Поэтому лично я работаю единицей, ну, не работаю пучками. Мне удобнее так. Так, как можно добиться старого Парижа, который был с фиолетовым тоном немного? Ну, вот это, я думаю, вот тот оттенок, про который я рассказывала, который Москва, что-то а-ля Валентин. Это тоже пролистайте назад, либо посмотрите скриншот. Это вот как раз-таки Москва, он же и похож на старый вот этот Париж с фиолетовым. Поэтому это, да, это маджента, это марон ред и это белый. Подождите, перескакивает. Так, новые бровные пигменты полностью выходят из кожи, и всегда через сколько. Смотрите, любые бровные пигменты должны выходить или практически выходить за 1,5 года. На это еще играет роль техника, то есть как вы вносите их. Потому что если цвет не вышел за 1,5 года, неважно, какими пигментами вы его делали, значит, вы сработали достаточно глубоко и пойдет инверсия. Это неизбежно. Ориентируйте клиента на то, что за год-полтора должны оттенки выходить. Так. Можно ли белый использовать как лип-лайт? Ой, вы знаете, ни в коем случае. Дело в том, что ткань кожи и ткань губы отличается. И так как я уже сказала, и вы, наверное, до этого знали, что диоксид титана не выводится. И если вы его сделаете по контуру, то есть со временем этот цвет, ну, он может пожелтеть, как-то посереть, некрасиво выглядеть. Я вообще советую отказаться от этого. Не знаю, по-моему, это было актуально лет 10 назад, может быть, опять возвращается в моду, но не используйте белый на коже. Он точно застрянет в коже, как бы, ну, застрянет, назовем это так, и не выйдет оттуда. Я видела такие работы, раньше делали стрелки с белой подводкой, губы, потом через лет 5 выглядит это кошмар, и это не убрать. Так, какими иглами работаете? Так, про иглы опять же вопрос повторяется, уже отвечала. Так, посоветуйте машинку. Ну, мне сложно советовать машинку. Я больше всего люблю Xeon S. Я на нем работаю, все это знают. Ну, машинку нужно подбирать все-таки под свою руку. Здесь я не могу вам что-то советовать, потому что Xeon, например, достаточно тяжелая машинка, она не всем подходит. Xeon Mini я пробовала. Он помягче, но тоже классная машинка, в принципе, как вариант, можно ее взять в работу. Apollo я работаю. Маст мы тоже используем в работе. Из других, ну, Шаен Пен более-менее, из Шаенов это более-менее то, что укладывает хотя бы как-то пигменты, потому что, ну, для меня Шаены, например, очень мягкие машинки, я не работаю ими, ну, как-то не мое. Вот, вы смотрите просто под вашу руку, под то, как вы работаете, под вашу технику. Ну, если вот просто абстрактно, ну, Xeon S я могу вам посоветовать. Ну, не будет ли он для вас тяжелым? Так, как добиться цвета роза? Тоже делала я микс, вот как раз таки розу. Сейчас, секундочку, где-то у меня был тут в моих записках вроде бы. Роза, смотрите, это 406. Ой, подождите секундочку, прошу прощения, это, наверное, 403 Passion Berry. Можно попробовать смешать его с Soft Coral 401. Вот как самый примитивный, наверное, вот такой микс. Я думаю, получится что-то по типу розы. Либо можно даже попробовать смешать, добавить туда еще капельку Poppy Red, возможно, то есть коралла. Потому что роза, она такая какая-то, ну, как нежно-розовая, но она такая теплая, как бы, как теплая роза. Все-таки это не холодный цвет, не такой, как Москва, Париж и так далее. Так, пучки на губы не использую, ответила. Если у вас фото, как заживает Dusty Rose, да, сейчас верну этот слайд, как заживает Dusty Rose, если кто-то вдруг пропустил. Так. Ага, вот, сейчас вам включила. Это Dusty Rose, свежий и заживший после одной процедуры.
Так, делала 2 дня назад брови. Так, секунду, перескакивает. Оранжевый. В работе 203 прям оранжевый, 201 прям желтый. Возможно ли это ярко-рыжий или желтое заживление? Нет, заживет все красиво. Вы не смотрите, как это в работе или в растирках. Вообще старайтесь меньше ориентироваться на бумагу. То есть смотрите, главное, хорошо перемешивайте, смотрите, как пигмент выглядит в коже. Если вы правильно подобрали оттенок, то проблем быть не должно. Они все равно заживут все красиво. Так, если клиент приходит на обновление губ с закатанным пермаблендом, помадный прокрас, получится ли эссе освежить и немного подрозовить? Ну, здесь я бы советовала, наверное, немного пройтись ремувером, в первую очередь. С вискалом, ну что сделает? Он, если какие-то пустоты, он немного сгладит, он немного действительно подсвежит, но если прям закатано в помаду, я не знаю, ну, эффект будет, ну, будет, но совсем такой малозаметный, мне кажется. Здесь даже дело не в том, что Swiss Color, здесь вообще, в принципе, какие пигменты вы не возьмете, будет, ну, такой вот странноватый, как бы, эффект. Единственное, что я так понимаю, что раз это пермабленд и плотный прокрас, то, скорее всего, это розовые губы. Единственное, что вы можете сделать, это либо взять Candy из старой линейки, из EL, либо из новой линейки взять Poppy Red, это 404 оттенок, и в чистом виде, ну, наверное, в пару хороших проходов пройти. То есть вам этот коралловый приглушит вот эту розовость, и губы смотреться будут более благородно. У меня есть подобная работа, но мы ее не включали в вебинар, потому что я выполняла ее Кэнди. Так, секундочку. Так, еще вот кто-то пишет, работали, стали прямо рыжими. Ну, видимо, рыжими они стали после работы. Смотрите, девочки, любая органика бровная в работе выглядит рыжей. Так как Swiss Color это тоже органика, ну, не удивляйтесь, соответственно. Просто это особенность, так выглядят пигменты. То есть минералы никогда не рыжат. Они более такие, сразу выглядят как приглушенные. Органика, так как я говорила, она яркая, вот у нее такая особенность, что при укладке она теплая достаточно выглядит. Какие бровны посоветуете из аквы? Ну, давайте потом отдельно напишите просто мне в личку вот этот вопрос. Можете найти меня в телеграм-канале. И все-таки в рамках вебинара по Swiss Color давайте будем о Swiss говорить. Так, про пермабленд, в общем, я ответила. Единственное, что чем можно попробовать помочь, это либо Candy, либо Poppy Red в чистом виде пройти. Так, как сделать цвет Дива? Перескакивают постоянно вопросы, и мне приходится все время отлистывать назад. Как сделать цвет Дива или... Сейчас, секунду. Дива и Бордо. Дива и Бордо, это однозначно нужен Passion Berry. Для Бордо, я думаю, еще понадобится белый и понадобится... Ой, я прошу прощения, девочки, не Passion Berry. Ruby Red, белый. И, я думаю, еще капелька мадженты тоже пригодится. Для того, чтобы сделать диву, если честно, мы еще не пробовали ее растирать, я думаю, вот здесь-то как раз-таки будет Passion Berry и, возможно, Poppy Red, либо Ruby Red и Poppy Red попробовать смешать. Но не буду врать, это вот я сейчас на ходу ориентируюсь, мы пока не пробовали на растирке делать. Далее. Сколько у вас стоит мастер-классы с отработками по губам? Тоже напишите, пожалуйста, можно даже мне в личку написать, либо в наш чат с поддержкой или в телеграм-канал мы информацию скинем. У нас группа всегда по 3 человека, поэтому практически индивидуально занимаемся, можно сказать. Чем актуальнее перекрыть остатки диоксида титана на губах? Но опять же, смотрите, диоксид титана это что? Это холод будет. То же самое, берите какой-то коралловый, но я в таких случаях стараюсь не брать нюдовые оттенки, то есть не добавлять еще туда диоксид титана, я беру какой-то чистый цвет, максимально теплый. Это Poppy Red, может быть, из новых оттенков. Далее. Так. Сейчас, подождите, миллион вопросов. Так, про диоксид титана ответила. Рецепт для лип-кис. Смотрите, для лип-кис это белый, это Passion Berry и это Marron Red. Пропорцию сейчас я вам, наверное, не скажу. Но белого так достаточно 2-3 капли как минимум, я думаю, для лип-кис. Тоже вроде бы я делала растирку.
И прям цвет у меня получился похожий. Но точно нужен белый, точно нужна маджента. И Passion Berry. Но пропорции чуть позже, наверное, скажем. Так, то есть укладка у новой линейки примерно как у минералов. Да, примерно как у старой линейки, примерно как у минералов, достаточно плотно. Но, опять же, если у вас мягкие губы достаточно или светлые губы с яркими оттенками, будьте осторожны, они могут прям помадно зажить, то есть достаточно сочно. Поэтому если нет запроса на такую яркость видимую, то все-таки аккуратно. Главное работать аккуратно. Начали наносить пигмент, легкий румянец, все окей, продолжаем в этом темпе дальше работать. Так, какой машинкой работаете, я уже сказала, Xeon S, 2,5 Eccentric. Так, белый нам дает плотность и высветлит цвет. Да, белый всегда уплотняет любой цвет и любой пигмент, соответственно, и высветляет цвет. То есть, если нам нужен какой-то розовый оттенок, без белого его добиться невозможно. Ну, или более светлый цвет. Так, сейчас, секунду. На старой линейке бровные у моих клиентов через год в ноль. Вообще нет. Если под лампой прям приглядывается, слегка легкая вуаль. Ну вот видите, пожалуйста, то есть цвета, вот пишет мастер, что уходит в ноль. Да, но я также говорю, либо это нет ничего, либо какие-то остатки вполне приличные. Поэтому удалять, у меня нет опыта удаления с вискалом, это, как правило, не требуется. Так, Prelip Light, как быть? Сейчас, секунду. Так, сейчас, секундочку. Ой, потеряла. Prelip Light. А как быть, если вокруг губ очень сосудистая кожа, и даже после ПМ ощущение размазанной помады по контуру? Как это можно украсить и скорректировать? То есть, если уже был сделан Lip Light, но это техника, и нужно просто сделать более плотный контур вам придется делать. Я советую снизить вольтаж, то есть сделать вольтаж меньше, чем вы работаете обычно, и такими достаточно длинными штрихами, в две стороны, либо на себя, потоптаться немного. Просто немного потоптаться, у вас станут губы чуть более очерченные, главное не переборщить. Так, что скажете про Onyx? Defender Onyx, я так понимаю, вы имеете в виду. Ну, смотрите, он мелко пылит, неплохая машинка, легкая, я считаю, она как бы за свои деньги хорошая машинка. Но это не та машинка, которая справится, если к вам придут очень плотные губы или какой-то плотный филлер стоит. Поэтому, все-таки это машинка номер 2, но неплохая. То есть для новичка вообще, как вариант, неплохой аппарат. Так, Apollo на всех зонах работаете на свисе? Да, работаю, люблю даже с Defender Apollo, безумно люблю на глазах его и на губах работаю. Конечно, машинка такая уникальная, абсолютно без шума, без вибрации, классная, но опять же она не такая мощная, как Xeon. Можно ли на Onyx от Defender делать губы? Смотрите, можно делать, опять же, зависит, как у вас техника. Если у вас хромая техника, вы, возможно, Defender просто будете делать дольше. Интенсивная линейка отлично укладывалась с Defender. Эти, сейчас еще новые, я Defender пока не пробовала укладывать. Но OS тяжелее им укладывалась, конечно. Так, чаще работаете с коррекцией на губах или коррекция по желанию, кто хочет ярче. Так, сейчас, секунду, попью воды. Смотрите, губы. Конечно, коррекция, безусловно, всегда нужна, но губы практически без коррекции выполняются. Если кто-то все-таки доходит на коррекцию, то это не больше полчаса занимает коррекция. Но я настолько тщательно прокрашиваю, что практически не требуется коррекция, и не всегда даже герпес. То есть настолько вот техника, что не анестезия как таковая не нужна, коррекция крайне редко требуется. Брови, конечно, без коррекции сделать нереально. Губы, бывают какие-то мелкие недочеты, остаются, которые клиент, в принципе, не замечает. Вот, поэтому, опять же, зависит от того, насколько тщательно вы уложили пигмент. Опять же, пишут, что на второй день стали брови рыжими. Я не понимаю, там мне попадается тот же самый вопрос. Неважно, какие они на второй день, главное, какие они через месяц. Так, не останется ли диоксид титана в губах со временем? Не останется, если внесете достаточно поверхностно. Если плотно и глубоко останется, любой диоксид титана останется. Поэтому аккуратно. Я и говорю, что если к вам приходит на обновление губы, и там вы видите, что еще достаточно плотный остаток, то берите цвета, которые максимально чистые. То есть чем ярче цвет Swiss Color, тем меньше там содержание диоксида титана. Все просто. И как бы у нас уже, можно сказать, есть база, и мы сверху просто цветовым тоном немного корректируем оттенок, и все. Тут уже больше к технике.
вопросы. Так, новые липки с новые липки с липнатур изменились, Наталья. Дело в том, что нет никаких новых липки с липнатур, есть только абсолютно новые пигменты. Ну, может быть, вы не сначала смотрите, а, пигменты абсолютно новые. То есть этих оттенков на данный момент нет в производстве и уже не будет, но опять же будет эксклюзив для России, но чуть позже. Так, есть ли какие-то отличия в работе вашим ремувером? Так, ремувер Swiss Color. Ну, смотрите, я не удаляю сама, я не обучаюсь, соответственно, удалением. У нас Яна, специалист по удалению. Я могу только от себя сказать, что, насколько я поняла, Swiss Color такой достаточно эффективный ремувер. И вот случаи, где многие ремуверы бессильные, вот он может помочь. Поэтому обязательно только нужно после обучения работать. Так, 405 на губах показать. Это 405 у нас Sweet Plum. Не могу, вот, к сожалению, была такая работа, вроде бы мы делали 405 на губах, а может быть еще и не делали. Ну, я могу только в миксе показать вам Soft Coral. Сейчас я верну в презентации этот слайд. Sweet Plum и Soft Coral. Но здесь больше как вот тон похож, конечно, на Sweet Plum. Это вот эти губки. Вот. То есть здесь микс со Sweet Plum. Так, скажите, Magenta намного насыщеннее Poppy Red? Смотрите, Poppy Red это такой яркий коралловый оттенок, видите? А Magenta это очень-очень темный, это корректор. То есть Poppy Red это пигмент, Magenta это корректор. Он гораздо более насыщенный, он прям густой. Так, так. Тут уже переписка, я смотрю, в чате идет. Так, вы будете рассматривать линейку для ореолы и для триха, и есть ли камуфляжная серия? Пока камуфляжной серии нет, я не работаю трихопигментацией и не работаю ореолы. Единственное, что мы можем вам предоставить, это предоставить растирку этих пигментов. Ну и я думаю, что, конечно, это цвета будут более плотные, так как они идут для работы с кожей, но не буду сейчас врать. Напишите тоже нам потом, если что, в личку девочкам, ну, либо в наш какой-то из наших телеграм-каналов. Лучше, наверное, вот в чат поддержки вебинара. И мы вам тогда информацию скинем отдельно по поводу ореолы и по поводу триха. Так, удобнее ли упаковка и носик новой линейки? Смотрите, дело в том, что упаковка пока такая же, но за счет того, что пигменты стали жидкими, и они... ну вот сами видите, они совершенно другие какие-то по консистенции, то они не размазываются внутри тюбика. То есть вот под новые пигменты упаковка подходит идеально. И еще такой момент, в капсе не остается пигмента, то есть вот он как будто бы весь скатывается со стенок, и у вас к концу работы практически чистая капсула. То есть его нету такого, чтобы он размазывался вот за счет вот этой новой консистенции. Так, про машинку Белар. Что я думаю? Ну, Белар это лайнер. Хороший лайнер, легкий, удобный в руке. Лайнер, что это такое? Ну, это более читаемый штрих. Я эту машинку как-то для новичков больше позиционирую, либо для тех, кто делает волосковые брови, работает с контурами. Ну, вот мне Аполло больше нравится. Мне кажется, она более универсальная. Белар, вот по моим ощущениям, такой чисто короткоход, чисто лайнер, такая классическая перманентная машинка. Вот, поэтому, ну, не знаю. Как машинку номер 8 я бы ее, может быть, взяла. Так, если найдете миксы для старых любимых цветов, которых больше нет, поделитесь рецептом в чате или надо снова покупать вебинар. Но нет, конечно, мы поделимся. Этот вебинар, он такой обзорный. Я вам рассказала, что есть базовые цвета, какие новые цвета вышли, в чем отличие по консистенции, по регламенту и так далее. Вот. Будем, конечно, выкладывать, следите просто за инстой и следите за телеграм-каналом. Так, сколько времени делаете губки? Ну, я делаю долго, в среднем 3 часа у меня уходит на губы с отрисовкой и с фото. Но, как я уже сказала, мои губы практически без коррекции. То есть человек тратит там 3 часа времени, например, и в следующий раз через пару лет просто приходит. Ну, либо там на какая-то легкая коррекция, буквально там немножечко, может быть, комиссуры или вот какие-то такие моменты незначительные.
Так, СВ4 от Стаса Воронцова, машинка ESC. Я не знаю, что это за машинка от Стаса Воробцова. Скорее всего, это какая-то, наверное, она, ну, как тату-машинка и машинка Swisscolor. Но Swisscolor — это совсем другие машинки. Это машинка, во-первых, в принципе, для перманентного макияжа. Единственное, что вышла новая манипула, у которой ход иглы на 2,5 у Swisscolor. Ну вот, так как я не знаю, о чем идет речь, что это за машинка Стаса, а, я думаю, что я и работала, что-то кто-то мне говорил про Стаса, но я уже все просто не запоминаю такое количество учеников и машинок, которые тестируем. Вот, поэтому, ну, как бы перманентная машинка и тату-машинка. В мощности будет отличие, естественно, тату-машинка будет мощнее, ход иглы будет отличие, я думаю, что, может быть, более хлесткая будет. Ну, это в целом. Так, какая у вас скорость на Ксионе? 4. Так, в процессе скорость меняете. Плюс-минус ставлю, смотрю, как укладывается. Могу чуть больше, могу чуть меньше поставить. Так, Маргарита, в ваших миксах белый можно заменить на Dusty Rose или совсем будет другое? Да, девочки, можно заменить, можно не брать белый. И как для высветления, либо для уплотнения пигмента брать просто Dusty Rose. Можно так. Не обязательно покупать абсолютно все. Так, почему и как пользоваться миксером для пигментов? Если честно, я в основном мешаю зубочисткой, потому что я работаю уже много лет, и я уже как привыкла, так и мешаю. Но миксером, конечно, удобнее. Получается, ну вы просто делаете несколько капель в капсу и опускаете вот этот миксер, он такой как погружной, и он вам просто хорошо смешивает до однородной консистенции. Вот, миксеры везде продаются, и у нас, по-моему, они продаются, и на различных сайтах, их целая куча. Единственное, что если вы, например, там у вас несколько насадок, понятно, что если вам нужно домешать микс, например, вы сделали микс, сделали работу, понимаете, что в конце вам немного не хватает пигмента, ну, как бы вы уже не сможете погрузить этот миксер, если у вас нет сменной насадки в пигмент, ну, который уже соприкасался с кровью. Придется все равно домешивать зубочисткой. Вот. Ну, либо, может быть, еще кто-то чем-то привык. Так, в Польшу могу заказать со скидкой после вебинара. Если в вашей стране нет представителей, то, насколько я знаю, вы можете заказать. Это, если честно, у девчонок, у Елизаветы, вот уточните этот вопрос. Ну, думаю, что можете. Там, каким лучшим пигментом делать волосковой техникой брови? Ну вот, знаете, для волосковой техники я знаю, насколько я знаю, что пигменты там, например, для микроблейдинга, они более густые. В принципе, любым пигментом, может быть, вам загуститель взять, как вариант, да, чтобы не был такой жидкий пигмент. И, ну, я бы, наверное, сработала с загустителем, если вы хотите новыми пробовать. Так, Аполло или Мини, что универсальнее, по вашему мнению? Ой, тут не знаю. Дело в том, что я, к сожалению, не знаю цену на Xeon Mini, потому что я всегда соотношу машинку с ценой. И есть какие-то машинки, которые за свою цену просто прекрасные. А есть машинки, которые стоят очень дорого, но они крайне не универсальные. Apollo или Mini. Но они отличаются, не знаю даже. Не могу сказать. Они обе универсальные. И они обе не Xeon S. Вот. Здесь уже, если есть возможность потестить в руке, ну, лучше потестить в руке. Просто Xeon Mini, он вот такой коротенький, а Apollo более классическая машинка. У нее корпус похож на Белар. Так, что скажете о Lotus машинке? Ну вот Lotus 24 я пробовала, и просто Lotus я пробовала. Обычный Lotus, он очень мелко пылит, мне кажется, перманентный пигмент очень сложно им укладывать. Он больше подходит для тату-миксов, для гибридов. Lotus 24, ну, мягкая машинка, но она очень похожа на Mast Tour Pro. Вот как раз таки, ну, Mast Tour Pro стоит 10 тысяч, а Lotus стоит, там, по-моему, 35 тысяч. Тут, ну, чуть более удобный у нее держак, ну и все. Так, ну, нормально в работе, ну, мягкая. Мягкая, то есть все равно она Xeon, естественно, проигрывает в разы. Так, ошиблась Magenta в сравнении с Ruby Red. Намного темнее, да, намного темнее. Опять же говорю, Ruby Red это пигмент, Magenta это корректор. Так, как вы перемешиваете пигменты во флаконах, открытыми или закрытыми? Открываю пробочку, беру сухой ватный диск, смешиваю вот так вот, взбалтываю и наливаю. Но это вообще гигиена пигментов, скажем так, да, элементарная асептика. Правильно смешивать все-таки любые пигменты в открытом виде, чтобы в крышке не оставалось вот все это добро, скажем так.
Так, где можно купить Xeon Mini? Я, насколько знаю, он недавно вышел, просто я его пробовала, у меня была ученица, она из Нью-Йорка прилетала, и у нее был этот Xeon Mini, она его только получила как раз перед вылетом. И вот мне уже удалось на нем поработать. Lotus 24 пробовала, да, я уже рассказала о нем. Поэтому пока не знаю. Я думаю, его можно будет купить и у нас, но, наверное, немного позже. Какой уход после процедуры советуете клиентам? Значит, советую, естественно, не мочить, не парить, не отдирать. Первые 3 дня будет корочка по типу легкого шелушения, как будто обветренные губы. Зубы чистить, водичку набираем в стакан. Пить желательно через трубочку. Покушали или там поспали, губы немного промокнули хлоргексидином. Смазываем гигиеничкой, либо смазываем тонким-тонким слоем вазелина. Главное их не размочить. Если герпес часто беспокоит, то назначаю противовирусные. Если герпес крайне редко или вообще там был один раз в жизни, то говорю, что возможно, что его может и не быть. Но если вдруг, даю на всякий случай с собой рекомендации. Все, вроде бы я прошлась по всем вопросам. Давайте еще задавайте, у кого какие возникли в ходе вебинара. Я еще успею ответить. Сейчас еще пролистаю презентацию, что еще вам, какие оттенки показать. Из миксов вот то, что вопросы отвечали. Так, вы сначала закрепляете эскиз, потом уплотняете приконтурное пространство, и потом делаете основной прокрас. Нет, я закрепляю эскиз и просто делаю прокрас. И в конце, если у меня есть какие-то промежутки, я просто такими шлифовочными, скажем так, штрихами прохожусь вдоль приконтурного пространства, ну, еще где-то по прокрасу. То есть в среднем я где-то за 1,5 прохода, скажем так, делаю. Основной просто 1 проход, и все. Так, скажите, пожалуйста, оса Little Princess, насколько легко уложить губы будет? Не пробовала, не знаю. Вот если будет кто-то у нас из учеников с этой машинкой, то обязательно свое мнение всегда выкладываю в наш телеграм-канал. Не пробовала. Но кто-то выкладывает, вроде работа красивая. Спросите вот у тех, кто работает. Так, какие плюсы от представительства пигментов в других городах? Ой, это, знаете, не со мной. Я просто, я мастер, я преподаю. Это уже вам нужно с Елизаветой пообщаться по поводу сотрудничества. Как делаете фото? Фоткали, раньше я фоткала на 12 Pro, сейчас у меня 13 Pro Max, фоткаем еще на Анжеликин иногда 13 Pro. В среднем 104 кадра я делаю на одни губы, потом просто выбираем какой-то наиболее лучший. У меня 3 макролинзы, как минимум на 2 я точно фотографирую. Вчера Москву мы фоткали, больше 200 кадров получилось. Поэтому много фотографирую под разным углом. Но мы часто выкладываем в сторис вот процесс, когда я фотографирую. На портретную съемку тоже снимаю. С трудом, скажем так, но уже приноровилась. Фокус главное поймать. Вот, и так ничего сложного. Так, где использовать Ebony Brown 207? Пробовала с 201 помешать, получается зеленый. В чистом виде 201 можно? Сейчас, секунду, я гляну, чтобы не визуально. Honey Brown желтый и Ebony Brown, да, в принципе, должен быть нормальный микс. Вот как раз-таки зеленый цвет, это же русый. Поэтому смотрите, ориентируйтесь на заживший. Не ориентируйтесь, если вы там где-то на бумаге или еще где-то растираете. Как правило, зеленый цвет – это красивый русый цвет. Может быть, больше просто добавить концентрацию желтого. Либо, смотрите, Ebony Brown, он с таким выраженным зеленым подтоном. А что у нас нейтрализует зеленый? Нейтрализует красный. Но я вам, конечно, красный или оранжевый ни в коем случае не рекомендую в микс добавлять, но вы можете добавить, например, шоколад Brown, то есть 203. Из этих пигментов он наиболее красный. Поэтому пару капель, я думаю, немного приглушит вот эту зелень, как раз-таки у вас получится необходимый оттенок. Либо просто взять другой оттенок. Опять же, пролистайте сегодняшний вебинар. Там есть хорошие миксы, рекомендуемые наши миксы. Я думаю, что-то выберете. Так, Маргарита, если вы в Инстаграм. Мои работы все в аккаунте Ультра Тату. Если вы хотите со мной там какие-то вопросы позадавать, вы можете найти меня в телеграм-канале Маргарита Ультра и просто написать мне какие-то вопросы. Я по возможности всем отвечаю. Так, в чистом виде 201 можно? На блондинок, я думаю, можно. Но прям, знаете, это золотистая блондинка должна быть. Аккуратно, конечно, все равно с цветами, достаточно яркие они. Так, способны ли красящие напитки в первые дни после процедуры повлиять на цвет?
Нет, я думаю, не способны, потому что красящие напитки, смотрите, в них содержатся водорастворимые красители. То есть это не красители, как в пигментах для перманентного макияжа. Поэтому я думаю, нет. Даже если что-то попадет на поврежденную кожу, оно быстро просто выведется стоком крови. Контур 20 диаметром не делайте. Нет, я не делаю. Я все делаю 30 диаметром. Как бы у меня получается максимально тонкая линия. Меня 30-ка лонгтейпа вполне устраивает. Если бы я работала какими-то другими, например, пигментами, ну, я бы, наверное, 20-кой, 25-кой работала. Но так как я работаю только перманентными, то 30 просто для меня идеальная иголка. Иногда могу брать оптиму 25-ку, но не коричневый квадрон, а именно розовый. Так, я отрисовываю эскиз просто белым карандашом. Если нужно, внутри еще заполняю слегка нюдовым каким-то оттенком. Просто обычные карандаши Miss Tais. Так, на МАЗ P10 работали, что сказать об этой машинке? Да, работала и работаю. МАЗ P10, ну, неплохо за свои деньги. Единственное, что когда работаю на P10, на губах в частности, я ставлю блок для учеников чаще всего, конечно, ставлю блок на режим лайнера, не на режим шейдера. И я люблю с МАЗ P10 использовать как раз-таки розовую оптиму 30-ки. Так, клиенты согласны ждать столько по времени. Что вы имеете в виду? 3 часа? Да, согласны. И даже, мне кажется, они согласны ждать сколько угодно, лишь бы только у них были вот такие вот бомбезные губы. Так, что скажете о Леоксе? О Леоксе скажу, что он красит, он отличается от машинки, та, которая продается на Алиэкспресс. Я и ту тестила, на то и работала. На Леоксе скорость 3,8 я ставлю. Вот. Ну, не знаю, по качеству я ничего не могу сказать. И Леокс очень сильно вибрирует. Это все-таки наши суставы, поэтому это не моя машинка, не для меня. Такая вибрация, ну, для меня это уже слишком. Какие у вас линзы? Не все подходят на 13 Pro. Да, дело в том, что у 13 версии вот эта вот фишечка, когда перескакивают. Ну, у нас линзы обычные с AliExpress, те, которые рекомендуют в разных чатах. В принципе, на 13 Pro главное на нижнюю линзу поставить. Еще такой момент, нужно открутить Fish Eye, потому что некоторые не понимают. Они покупают линзу, ставят, и у них все расплывается. Обязательно макролинза, это которая самая нижняя, на которую прикручен вот этот огромный Fish Eye. Вот. Так, 25-кой, 30-кой, 35-кой уже говорила, что я укладываю 30-кой. 35-ками не могу, для меня они тупые. Уже отвыкла. Запись вебинара будет сразу. Анжелик, сразу будет доступна? Запись вебинара будет доступна на следующий день. Да, все в группе напишем, ну и какие-то вопросы, если что, задавайте. Вот бы Свис выпустил полную линейку наборов в миниатюрах. Хочется все, но дорого очень-очень. Ну, мы передадим производителям. Так, Маргарита, какая у вас лампа? Фото, чтобы были огонь. У нас фотолампа так и называется, на 480 диодов. Они под разными брендами продаются, главное, чтобы было 480 диодов. Так, как меняете на блоке на лайнер? Смотрите, там 2 стрелочки на Critical, ну и вообще на любом блоке можно поменять. Как правило, это вправо и влево стрелочка. Вправо это шейдер, влево стрелочка это лайнер. Так, многие советуют не чистить зубы в день процедуры, что в зубной пасте фермент съедает цвет. Что делаете в этом случае? Ну, я говорю, что я советую набирать просто водичку в стакан и аккуратно чистить зубы. Ну, или там один раз не почистить. Я думаю, ничего страшного за ночь не случится. Так, если много гранул Фордайза, например, хотят Женеву. Смотрите, ну я с гранулами Фордайза, я их прям не забиваю вот плотником. Они немного приглушаются, в любом случае, мне кажется, этого достаточно, потому что если сильно закрашивать, много внести пигмента, ну, кроющий пигмент любой будет содержать диоксид титана. То есть он там как бы может остаться навечно в коже. Поэтому я прям так не заморачиваюсь по поводу гранул, просто беру какой-то нюдовый цвет, смешиваю и все. Так, по поводу, если хотят Женеву, если честно, я еще сама плохо выучила пропорции миксов, поэтому, пожалуйста, вернитесь к своим скриншотам, просто посмотрите то, что я рекомендовала для Женевы, да, это что, 406, 2 капли, 101, 2 капли, 1 капля Marron Red 408, и все. И, ну, попробуйте поработать. Если нужно прям перекрыть гранулы, тогда послойно нужно будет работать, я думаю. То есть
Как правило, когда я работаю с гранулами, я сначала подбираю какой-то ну, максимально такой, как нюдовый или телесный цвет, цвет губ, прохожусь по гранулам, ну, например, Dusty Rose, либо Dusty Rose плюс White, прошлась по гранулам, по участкам с гранулами, выровняла этот цвет, и дальше уже беру вот этот микс, который Женева, и сверху основным цветом кладу пигмент. Так, по поводу ремувера, ну, в двух словах я уже говорила чуть ранее. Так, на Mask P10 на какой скорости работаете? 4,2. Где-то так ставлю. Машинки Mast, они мягкие для меня, чуть, ну, 4,2, 4,5 даже может быть. У кого проблемы с контуром, я советую ставить, если прям совсем слабый нажим, на 4,5. Давайте, у меня еще вот такой есть слайд. Топ-7 ошибок мастеров в работе. Чаще всего какие допускают. Это недостаточное натяжение кожи, это слабый либо слишком сильный нажим, неправильная постановка рук при работе с губами, как правой руки, которая держит машинку, да, так и левой руки, которая растягивает кожу. Здесь правильно нужно, ну, как бы уметь натягивать различные участки губ, так ставить руки, чтобы было максимальное натяжение. Обильная анестезия, то же самое, выбеливают до белого цвета губы, потом не видят пигмент, потом, когда анестезия отходит, пигмент проявляется, и губы получаются просто слишком яркие. Слишком поверхностное внесение пигмента, тоже есть такое, что боятся прям вот чуть больше сделать нажим на машинку. Пробелы в прокрасе тоже достаточно часто встречаются. И такой важный момент — непонимание конечного результата. То есть многие ждут сразу какого-то яркого оттенка. Как правило, зачастую, когда работаешь, вот вы нижнюю губу докрасили, если вы видите легкий-легкий румянец, этого достаточно. Пока вы перейдете к верхней губе, у вас уже нижняя проявится, поэтому здесь главное не переусердствовать. Так, когда добавляете разбавитель? В новые, если честно, я не добавляю разбавитель, они достаточно жидкие. А так добавляю обычно, ну, если мне кажется, что густоватая консистенция, либо если я смешиваю 3 оттенка, например. Так, на Ксионе вы работаете на эксцентрике 2,5. Я работаю, да, на эксцентрике. Так, на блоке лайнер и шейдер не меняя технического режима. Это режим памяти на 2 скоростях. Ничего не могу сказать. Чисто по ощущениям режим немного меняется, мне кажется. Я лично сама работаю всегда на режиме шейдер, не заморачиваюсь. Вот. Но студентам я часто ставлю на контур, либо даже на растушевку режим лайнер. Мне кажется, что чуть-чуть как будто бы она жестче начинает все равно работать. Ну, может быть, это мне так кажется, мне хочется в это верить. Вот. Но мне кажется, что да. Так, что скажете о машинке Калорика? Ну, машинка Калорика, короткоход достаточно мощный, но уже есть более современные машинки. Она, знаете, хорошо для тех, кто любит работать пучками. Ну, для меня она немного уже подустарела. Когда-то и я работала такими машинками и подобной, скажем так, машинкой, но сейчас нет, не получается такой вот нежность на ней, как на Ксионе, например. То есть она более такая, ну, для более плотных прокрасов, скажем так, подходит. Так, разбавитель, понимаю, это жидкая составляющая основы. А вот загуститель, это как? Не понимаю. Загуститель, ну, это для загущения, соответственно, это более густая основа. То есть та же основа, просто где меньшая концентрация воды. Вот и все. Это просто, ну, для удобства. Вот. Так, вопрос. Пропустила, может быть, новые или старые оттенки можно смешивать? Пропустили, да, ну, я не рискую смешивать новые пигменты со старыми, потому что совершенно другой состав. И сырье другое, и оборудование другое, на котором оно изготавливалось. Поэтому послойно попробуйте поработать, смешивать, не знаю, под вашу ответственность. Так, Маргарита, расскажите нам еще какую-нибудь секретулечку для тех, кто досидел до конца. Секретулечку, ну, не знаю, я вроде бы достаточно щедро делюсь информацией. То, что можно в онлайн, ну, намекните мне, что нужно рассказать. Про анестезию я сказала. Штрих Ноксион не выходя из кожи. Нет, выходя из кожи, на вылет. Но когда я преподаю, когда я технику рассказываю, я всегда говорю, что у нас мы применять можем и зигзагообразные штрихи, которые мы выполняем не выходя из кожи, для более плотных прокрасов и для мест, где пигмент сложно берется. Но в целом работа выполняется выходя из кожи. Именно за счет этого достигается вот эта легкость. Что касаемо растушевки. А вот на контуре как раз-таки мы из кожи не выходим.
Не знаю, что, какие еще секреты такие. Я вроде бы все рассказала по поводу цветов. Не знаю, мне кажется, у меня уже нет секретов. Просто зайдите в аккаунт Ультра Тату, наши IGTV, наши посты, прочитайте все ролики. Там уже подробно, как я работаю, как я фотографирую, как смешиваю, каким вазелином мы там пользуемся и так далее. Все это есть. Поэтому просто посидите побольше в нашем аккаунте, в основном, который Ультра Тату. Там информации просто море, мне кажется. Вот. Единственное, ну, из секретиков, я могу сказать, что я работаю на губах диагональным штрихом, если это можно считать секретом. Мне кажется, что так более сподручно, и рука, как бы более такое физиологичное положение руки получается. Вот. И на пухлых губах, в частности, я работаю тоже диагональю, потому что медленными короткими штрихами пухлые губы или губы с филлером достаточно долго красить, поэтому я просто их как бы, ну, выворачиваю немного и работаю по диагонали. Так, контур на губах на светлых оттенках не заживает четко. Он, в принципе, ни на каких оттенках не заживет четко, если вы правильно выполнили контур. Здесь, смотрите, тоже нужно быть аккуратным, потому что, например, латеральные поверхности верхней губы часто уже идет стык с кожей, например. И здесь очень важно, если вы берете какой-то нюдовый цвет, который содержит диоксид титана, важно не заплотнить, чтобы у вас такие усатые губы, скажем так, не получились, потому что если пигмент нюдовый, и вы рисуете уже не по губам, а уже практически на коже, то, ну, может получиться такой эффект, что пигмент, ну, как бы не выйдет из кожи, именно из ткани кожи. Так, хорошую кольцевую лампу со штативом, просто наберите фотолампу в инсте, вам выдаст, и все. Или там кольцевой свет, 480 диодов, и все. Так, слизистую вы прокрашиваете сразу. Я слизистую прокрашиваю, ну, уже по завершению работы. Иногда чуть-чуть сразу захожу, но вам я не рекомендую делать, потому что зачастую, когда заходит близко к слизистой, быстрее губы начинают быстрее отекать. Поэтому все-таки оставляйте напоследок слизистую, так будет вернее. Почему-то верхний дальний угол губы получается сразу как бархат, вау-вау, а вот дальше просто румянец. Почему так? Ну, как правило, мы начинаем всегда с дальнего угла, и мы еще со свежими силами, поэтому как-то всегда лучше получается. Да, да, ближний угол рта всегда более бледно, скажем так, заживает из-за того, что, во-первых, мы устаем уже под конец процедуры, во-вторых, свет, как правило, стоит напротив, и, насколько я заметила, лучше освещен вот дальний угол рта, а второй как раз-таки часто попадает в тень. Вот я считаю, что еще нужно как-то выставить свет, попытаться. Если у вас есть две лампы, пробуйте с двух сторон, тогда будет вообще идеально. Вот. Так, еще вопросики. И уже, наверное, будем заканчивать. Так, мы общаемся уже 2 часа. Это много для усвоения информации. Так, приконтурный прокрас тоже диагональный или горизонтальный. Именно выравнивание уже по горизонтали я иду, большими штрихами прокрашиваю. Вот. А так все, как начинаю от контура, так крашу диагональю. Ну, я не знаю, если это для кого-то новость. Так, ну, в принципе, пообщались. Я так смотрю, что уже нету такого огромного потока вопросов. Я думаю, что вопросы будут еще у вас какие-то возникать в процессе. И плюс те, кто смотрит нас в записи, еще, соответственно, у вас могут возникнуть какие-то вопросы. Вы их, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите в наш чат по поддержке вебинара. И там уже по мере возможности я отвечу. То есть как только я свободна, я обязательно отвечу. Если этот вопрос какой-то в компетенции там, девочек, да, то Елизавета ответит. Вот, поэтому подумайте, еще какие-то вопросы могут возникнуть позже. Так, я надеюсь, что вам все было понятно, и как бы вы закупите, скажем так, новые пигменты, да, и будете с удовольствием на них работать и радовать клиентов, ну и нас своими работами, своими результатами. Так, секунду. Если корки на губах, как правильно работать? Используется, можно взять Swisscolor Transbonder и просто
под пленочку минут, ну, на несколько минут нанести, он размягчит корочки. Ну, это как минимум. Ну все, давайте тогда заканчивать. Я со всеми прощаюсь. А, Жду ваши вопросы в нашем чате поддержки. Все, пока-пока. Мгм.